Давно мы с вами не проводили прямой эфир. Ну вот, сегодня, хотя уставшая, если честно, вот из-за этого мороза какое-то состояние такое сонное. Ну и полнолуние начинается. Извиняюсь. Поэтому немного штормит. Как-то не очень самочувствие. Но все равно давно мы с вами не проводили прямые эфиры. Решила с вами провести. И прослушать с вами голосовые сообщения. Слушать будем вместе, поскольку я сама их не слушала, их вообще мне некогда. Я не кидаю, она тоже не слушает, просто пишет, что о результатах или еще что-то. Вот она как бы сразу собирает в нашем общем чате, где голосовые обычно. И сейчас мы с вами какую-то часть хотя бы прослушаем, потому что извиняюсь, потому что очень много. Гуар, я вам написала, ответьте мне, пожалуйста, в каком месте в Ереване вы увидели мои книги? Мои книги нигде не продаются, кроме нас. То есть Яна только отправляет. Если вы где-то увидите мои книги в каком-либо ином качестве или немножко в другом формате, это все аферисты, это мошенники. Поэтому дайте знать, пожалуйста, такое было и на Украине продавали, еще где-то. И напишите, пожалуйста, вот я вам и на WhatsApp написала, можете и здесь написать, в каком букинисте в Ереване и именно вот такие мои книги кто-то купил, перепродает или кто-то некачественно перепечатал. Я просто хочу понять. Ай, скотство людей не знает границ. Ну, давайте секунду, сейчас посмотрим. Я не вижу, что вы мне написали. Я вам отправляла голосовую, то есть, да, и голосовое такое, но я не вижу, что вы мне... Так где это? Где вы видели? Объясните мне, пожалуйста, где именно? В магазине, то есть мои книги, именно какие есть на сайте или как-то по-другому. Сколько их там? Может, есть их сайт? Вот, отправьте, пожалуйста. Я хочу отследить, понять, что происходит вообще. Надоело мне это все, если честно. Надоело просто до смерти. Тут дело не в убытке, понимаете? Они, конечно же, открыто так не смогут продать, и миллионы они не заработают. Но дело в том, что кто они такие вообще, чтобы я работала день и ночь. Они просто брали готовые и вот так вот делали. Понимаете, вот в Китае не зря пулю пускают в лоб вот подобным людям, которые привыкают к легким деньгам. Мне говорят иногда, вот защиту на работу ставьте. Послушайте меня, не надо мне советовать. Я знаю, в каком мире я живу. Я ставила, у меня есть даже ритуал наказать вора. Вы понимаете, как? Мне некоторые звонили, говорили, что у них начались там страшные вещи, извинялись, что они, значит, тексты моих работ продавали. Но это редкий случай. Мы живем в таком мире, что даже если вся их семья будет лежать в могиле после таких дел, они все равно дальше будут это делать. Наркоторговец останавливается, когда видит, что семья гибнет, что гибнут там родные, близкие. Нет, он привык к легким деньгам, и он дальше будет это делать. Понимаете, что хочешь, делай на самом деле. Ну да, я говорила, к сожалению, никто не слушает меня. Да, и второй момент. Уважаемые люди, еще раз говорю, если вы создали дочерние каналы, с них не пишите на других каналах. Они не знают, что это дочерние каналы, а не я. Понимаете? Я не хочу, чтобы мое имя пачкалось где-то в каких-то историях. Потом иди объясняй, доказывай, что это не я. Имейте корректность. Эти каналы должны быть только для моих работ. Все. Это первый. Второй момент. Я заметила, некоторые просто свое имя, фамилию и мою фотографию ставят.
якобы из уважения. Это не уважение, это идиотизм. Если это не дочерний канал, почему моя фотография у вас на аватаре? Уберите, пожалуйста, потому что меня не Лиза зовут, не Марьяна, не Оксана зовут, а моя фотография там стоит. На сайте Либекс, давайте даже при вас открою. Книги. Так. Либекс, да? Ну, давайте найдем сейчас этот Либекс. Ну. Ага. Это какой-то идиотизм, если честно. Или кто-то специально это сделал. Или у них с башкой непорядок. 100 тысяч. Моя книга. Ритуалы для практиков. Внимание, цена на книгу не опечатка. Книга в идеальном состоянии. Без штампов, без подчеркиваний и так далее. И что, 100 тысяч? Видать, этот мужик хочет мою книгу продать и сразу купить машину. Какие вы шустрые. Так, Гуар, напишите, пожалуйста, буквами. У меня голосовые не открываются. Напишите, пожалуйста, буквами, именно текст. Ладно, все. Плевать на них. Текст напишите, пожалуйста, у меня голосовые не открываются. Все. Ну их к черту, сейчас мы будем там. Да. Как у меня бабушка шутила, когда видела такие цены и спрашивала, это цена за товар или цена твоего деда? Может, это дед твой столько стоит? Такой дорогой. Понимаете? Так что, видать, он цену своего деда прикрепил и продает. Сейчас. Да что ж такое, я сейчас отметила, секунду. Найду, до какого места мы, значит. Угу. Сто раз отметила, опять потерялась куда-то. Да, такие дела. Да просто, знаете, уже и даже и устаешь от этого всего, уже реагируешь на это все вяло как-то. Ну, ладно, хрен с ним уже. Что уже говорить? Настолько надоело это все, что уже говорить не могу и не хочу. Так, еще раз отмечу. Все, начнем. Еще раз прошу всех, кто ведет мои дочерние каналы, не пишите с этих каналов, у меня в том числе, чтобы люди не путались. Хорошо? Так, начнем. Значит, Лучик, насколько я поняла, у нее аватар, под роликом «Бабка-колдунница». Так, показываю, просто так вот посмотрите, я сейчас начитаю. То есть прочитаю, уже привыкла слово «начитаю». Утром увидела новый ритуал на клиентов, переписала в офисе, прочитала. До 15:00 сделала 3-дневный план. Работаю в кредитном отделе. Ритуал бомба. Спасибо вам огромное, уважаемый Инга, за заботу и помощь. Спасибо богам и духам за то, что слышат нас и обращают на нас внимание. А для особо тупых, повторяюсь, бабка-колдунница – это не ритуал Степановой. У Степановой свой ритуал, у меня свой. Текст совершенно разный, смысл другой и направленность тоже. Просто
одно название это ни о чем не говорит. Я назвать могу как хочу. Понимаете? Вот в чем проблема. Так, смотрим. Издана армянская книга судьбы. Все. Ну, это замечательно. Это та самая книга, Гуар, только я не могу понять. Одна книга там в этом магазине, это на сайте, напишите просто подробнее. Вот книга и что? Ну, книга, да, ну, фотографии книги. Ну, о чем речь? Это на сайте или может быть, кто-то одна, там какая-то владельца магазинов покупает там 3-4 штуки, потом перепродает. Может быть так, я не знаю. Хотя она дорогая книга, и я даже не знаю, какой смысл им перепродавать, если честно, потому что, ну, какую еще цену? Это очень дорогая книга, ну, для сегодняшних времен. Именно на то и рассчитано, чтобы не перепродавали потом. Короче, ладно, хрен с ними. Дальше. Слушаем. Слушайте, больше, если еще кто-нибудь посмеет про предсказания мне написать, я вас нахер сразу посылаю в черный список. Вы мне надоели. Не раздавайте мне заказы. Я сама решу, когда я буду делать предсказания, когда, как и зачем. Вы поняли или нет? Я сама решу, когда я буду это делать. Вы мне уже достали реально. Ну вот она написала, что книга одна. Ну, значит, действительно, она просто купила и перепродает там в своем магазине. Посмотреть, как они пойдут, эти книги. Когда вы будете там, Гуар, я вас прошу, если вы будете там, значит, подойдите к этой торгашке и скажите ей, что после того, как она вот это сделала, ее магазин в очень скором времени закроется. И ничего у нее в жизни вперед не пойдет. Вот так и скажешь. Передашь от меня привет личный. Или там, если хочешь, я голосовой тебе отправлю, ты ей можешь включить. Все. Добрый день, уважаемая Инга, Яночка. Хотела бы поделиться с вами своей историей по поводу заговоров на быстрые деньги. Я на вашем канале с 1 сентября. Вот 1 сентября я видела такой заговор на быстрые деньги, как копейки, звоните, гремите. Я его переписала, села, прочитала. И чтобы расскажу, как я занимаюсь костюмами в интернете, продажей костюмов. У меня не было за все лето ни одного заказа. И вот когда я прочитала этот заговор с 1 сентября, у меня пошли заказы на костюмы. Потом я читала такие заговоры на быстрые деньги, как обращение к таким духам, как Рухан, Нарон, Адыкал, Артын, Штын, Так, Атан. И они у меня срабатывали в первый же день. Я безумно рада, Инга, вам огромная благодарность за то, что вы дарите такие работы абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно. Бери и делай. Вы человек... Кстати, к этим духам я еще подарю. Именно к этим духам. Именно за дальше. Ладно, это потом. Так. Такой большой душой, добротой, что ваши работы, они просто бесценны. Там, в этих работах, во всех заговорах такие сильные слова, что даже когда ты их читаешь, ты такое чувство, что ты вот прикасаешься к этим духам, ты вот просишь у них, они тебе помогают. Это безумно, это чудо. Инга, вы умничка. Я рада, что я попала на ваш канал. Единственное, о чем я жалею, что я не попала на него раньше, когда мне моя кума подсказала его, она в июне месяце мне подсказала. Я все как-то не решалась заходить. Я вот об этом жалею. Сейчас я изучаю его,
Все записываю, завела себе тетрадочку, записываю туда, что заговор такой-то, такой-то от Инги Сухроевой, ритуал такой-то от Инги Сухроевой. Оно мне в будущем пригодится, и в будущем я хотела бы передать эту тетрадку потом своим детям, своим внукам, чтобы я могла им рассказать о том, что благодаря Инге моя жизнь изменилась, изменится. Я в это верю. Это все благодаря вам, Инга. Вы просто золотой человек. Я рада, что я попала на ваш канал. Очень рада. Спасибо вам огромное за вашу работу. Хотя слов благодарности этого мало. Я очень рада. И мне приятно вас слушать. И если бы в сутках не было 24 часа, было бы больше, я просто сутками слушала. А так жалко, что приходится даже ложиться отдыхать. Я рада, я очень рада. Спасибо вам большое за ваш труд, за вашу работу. Пожелаю вам крепкого здоровья, терпения, хорошего настроения всегда. Не знаю, Инга, я рада. И все это благодаря вам. Все это благодаря вам, это ваши работы, эти слова заговоров, которые там, обращения ко всем, они настолько сильные, что ты даже когда их читаешь, ты даже вот вникаешь туда, ты понимаешь это, что ты обращаешься к сильным духам. Спасибо вам большое, что вы дарите такую возможность людям абсолютно бесплатно. Спасибо огромное. Итак, друзья мои, я вам объясню, как это происходит. Я вам уже говорила, что каждый человек, вот знаете, это слово живет на своей волне, или он на своей волне находится. Это не просто сказано. Мир состоит, вот если так грубо объяснить, из этих волн энергетических вот этих поясов. Вот смотрите, человек раскрывает новый мир, он открывает двери в новую жизнь. Смотрите, вот мой ролик, да, мою лекцию «Ключ, замок, язык». Я там объясняю, как происходит вообще вот это перевоплощение, как вообще происходит вызов, что это такое, что такое ритуал. Это создание некого мира. Сюрреальность называется. Вот параллельная реальность с нами. Вот ты говоришь, например, да, пойду я там в дорогу через ворота, там во чисто поле, там-то такой-то стоит. Вот я ему поклонюсь, я ему скажу, я сделай так-то. Ты рисуешь в голове, в подсознании вот этот мир. Вот ты в этот момент, когда ты говоришь, ты не находишься в этом мире, ты находишься в том самом измерении. Ты сначала создаешь для своего подсознания, для своего вот этого ментального тела, а потом это все идет на физический план. Ну вот, например, да, Вуду. Вуду полностью построено на театрализованных таких действиях. Ну, предположим, вот там колят, да, человеку. Ну, это слишком банально показано. Не так легко и просто воздействовать на человека, там, колоть, чтобы человек это чувствовал. Но в целом, если человек сильный, если он уже свою энергию натренировал годами, и он уже работал в этой сфере, он может, вот он колет сердце, у человека боли в сердце, или не боли, а переживания начинаются, внутренний вот какой-то страх, ужас. Вот у кого есть порча, именно порча, кто не пришел по родовому вот этому всему, кто не пришел по этой печати родовой, у кого реальная порча, кому сделали. Вот они чувствуют вот это вот, они даже чувствовали дни, когда это происходит, когда вот просто плохо становится, когда человек, у него повышается температура, потливость, ему нехорошо, его трясет, значит, у него постоянное ощущение какого-то дискомфорта и прочее. На него воздействует, вот на его волну подключились, вот на эту волну подключились его и начинает тянуть с него жизненные силы. Вот когда человек начитывает, он соединяется с миром духов. Он соединяется с миром духов и чувствует этот мир духов. Для него открывается новое измерение. Постепенно он с этой своей волны, на котором он психологически, морально вот живет, не физически, а вот в его моральное состояние, вот на этой волне его жизнь, постепенно поднимается вверх, на другую волну, до такой степени, что ну, как лестница, этапы, один, второй, третий, вот.
и поднимается, значит, по вот этим лестницам наверх. В конце концов, он уже находится на том уровне, где духи сразу слышат. Послушайте меня, уважаемые владельцы каналов дочерних. Я не знаю, на каком языке разговаривать. Сейчас я вспомню слово мое, да, Туркестан. Как еще говорить? Друзья мои, я вас прошу еще раз и убедительно, и говорю, и объясняю, пожалуйста, не пишите с этих каналов нигде. Люди путаются, они не понимают, кто пишет, я или еще кто-нибудь. Это во-первых. Во-вторых, мне сегодня писали там, ой, скажите, пожалуйста, пусть там рекламу убирают. Я не буду этого говорить. Я разрешила этим людям подключать рекламу. Вам не нравится? Значит, вам не нравится реклама? Не смотрите эти каналы. Смотрите там другой канал, я не знаю, какой хотите. Вы надоели своими претензиями бесконечными. У меня тоже на канале, я не знаю почему, у меня само по себе реклама подключается. Хотя обычно, когда я беру музыку или что-нибудь с Ютуба, да, бывает, что Ютуб как в наказание подключает рекламу сам. Но здесь я понять не могу. Я иногда нажимаю на, ну, то есть захожу на свой ролик, и там реклама. Я вообще не могу понять, что за хрень собачья. Почему тут такое самоуправство? Почему они делают, что хотят, понимаете? Ну, а что я могу теперь делать? Так, следующий слушаем. Добрый день, дорогая Инга и Яна. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для нас, за все знания, которые вы нам дарите. И хочу оставить отзыв о ритуале «Спасительный дар принцессы Атоми, дочери Монтесумы». Ситуация заключалась в том, что в течение 2 лет у нас не решался вопрос с строительством жилого комплекса. Мы 2 года назад начали предварительную продажу квартир на большой крупный жилой комплекс из 9 домов по 25 этажей в городе Киеве. И в течение этих 2 лет у нас очень тут все менялось. И внешние были факторы, и внутренние. И в конце этого прошлого года наш инвестор, который с нами шел рука об руку, он уходит из проекта. И мы остаемся со своим участком. Более 100 человек проинвестировали уже квартиры. И мы не получили на тот момент ни одной бумаги. Еще у нас было все в процессе получения разрешительной документации. В течение где-то с января месяца до июля мы занимались тем, чтобы найти какого-то партнера, кто с нами пойдет в процесс и будет идти с нами дальше. Или стоял вопрос продажи этого участка и отдать людям деньги. И я решила провести этот ритуал. Собственно, мне уже было все равно, как это все будет происходить. И я имею отношение к собственникам земли. Когда я занималась этим проектом с 2013 года еще. Я просто прочитала эти слова, и это было ориентировочно недели 3 назад. Я даже дату не помню, когда это было, потому что у меня эта проблема висела уже настолько, что у нас каждый раз менялись варианты. У нас эти партнеры, которые приходили, ну, постоянно было что-то не то. Это был не тот человек, или он не мог подтвердить, откуда у него эти деньги. Ну, в общем, все не то. И уже была последняя капля, когда он сказал, что продаем этот участок, и даже продать мы его толком не могли. То есть все отказывались, хотя и цена хорошая, все. И вот 3 дня назад меня набирает, говорит, мы вопрос решили, у нас будет партнер, у нас будет инвестирование, мы будем строиться. И все, кто у нас остался в проекте, они получат свои квартиры, и мы еще там будем подбирать на другой участок, который рядом с ЦЕС запущен. Я вам очень благодарна за то, что вы нам помогаете двигаться вперед и разрешать свои жизненные ситуации. Большое вам спасибо. Зовут меня Валентина. Я живу в городе Киеве. Я вам очень благодарна за все. Пожалуйста, вот, человек четко сказала. Дочь Монтесумы, да? Дар Отоми. Я извиняюсь, у меня что-то раздевалась вся.
вялость сказывается зимняя. Так, слушаем дальше. Здравствуйте, уважаемая Инга. Посмотрела на вашем канале ритуал на 4 менялы. Получается, в магазине вообще практически не было покупателей, не было практически продаж. В первый день у меня на 1000 купили, второй день я делала 4 менялы. Каждое утро приходила на работу и делала. Второй день на 2000, и сегодня третий день я делала подряд на 4 менялы. У меня на 5500. Спасибо вам огромное за эти ритуалы, которые они вот просто суперские, бомбические. Здоровья вам, всего-всего-всего. Целую, люблю, целую. Хочу вам сказать, чтобы вы, поняли. Дело в том, что это сельский магазин. Да, человек уже, я помню, что она как-то уже отправляла. Там в селе вот 3-4 тысячи – это зарплата. Поэтому объясняю, чтобы, просто не было путаницы. Вот 5000, да, для села каждый день 5000 – это очень большие деньги. Это нормальные деньги, чтобы прожить. Тем более, что все свое и никуда не тратится эта сумма. Так что то, что человек радуется и говорит эту сумму, примите правильно. Не все такие крутые в Москве сидят. У нас в России еще и селения существуют. А то народ прям совсем уже обленился и забыл, что за МКАДом жизнь существует. Так, вот еще показываю. Это уже другое. Значит, о ритуале 4 менялы тоже. Бомбический результат. Я ее вчера сделала, ритуал продать залежавшийся товар. И ее вчера сделала ритуал и продать залежавшийся товар. Над книгами прямо разливала воду с медом. Сегодня 8 штук книг купили. Это книги, это другие книги, не про наши книги сказанные. Я здесь даже Яну спросила, говорю, это какие книги-то? Она говорит, нет, это свои книги детские книги, учебники человек продает. Так, слушаем еще. Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яночка. Хочу поблагодарить вас за все, как всегда, благодарю от всей души и словами, и мыслями. К вам обращаюсь. Вы люди, которые дарите нам надежду, радость, помогаете. И нет слов выразить свою благодарность, конечно. Понимаете, меня зовут Алла, я живу не так давно в другой стране, во Франции, немногим больше полугода. И, естественно, мне трудно было поначалу, практически до сих пор проходит адаптация, как говорят французы, я была déracinée. Росина – это корни, лишена корней. И это все равно сказывается. В России у меня осталась семья, сын, мама, сестренка. Поэтому не так-то мне и легко. И вы знаете, у меня были проблемы с засыпанием. И до сих пор они бывают на самом деле. Хотя рядом любящий муж, но все равно проблема эта существует. Поэтому я включаю каждый вечер перед сном, прямо уже лежа в постели, любую абсолютно лекцию Инги Хосроевой, которую я уже слышала. Я ее включаю для того, чтобы услышать родной голос, который меня успокаивает, который меня, знаете, убаюкивает, наверное. Эти лекции я уже прониклась, но мне важен ее голос. Он настолько и родной. Не буду говорить высоких слов, что он завораживает и так далее. Он просто родной. Для меня он очень сильно родной. Хотела с вами поделиться, так как я здесь одна. Не особо-то у меня еще и друзья есть. И только-только вливаюсь в жизнь. Опять-таки, благодаря помощи Инги,
Моя жизнь прекрасно сложилась. Я вышла замуж в прошлом году, чуть больше года. И живу на юге Франции, на Лазурном берегу. В большом доме с видом на море. Море я вижу каждый день. У нас большая такая дубовая роща. Прямо мы практически в ней и живем. Вот. Опять-таки, хочу сказать, это все благодаря помощи Инги. Помощи. Она так нам необходима. Она нам так нужна. Инга, дорогая, берегите свое здоровье, свои силы. Яночка, вы тоже. Будьте здравы. До скорых встреч. Я вам желаю счастья. Будьте мудрее, и ваша семья будет счастливой и благополучной. Давайте дальше послушаем. Добрый день, уважаемая Инга и Яна. Хочу выразить вам огромную благодарность и рассказать свою историю про ритуал про здоровье. Месяц назад мне поставили диагноз рак крови. Я не знаю, я понимала, что это ненормально, не могу я заболеть раком, почему-то вот мне так казалось. Я ходила по больницам, у меня был очень низкий гемоглобин в крови, и состояние было очень плачевное, что врач-терапевт мне сказал: у вас практически кровь, она как закипела. Низкий гемоглобин 70, соя 50, если есть медики, они поймут меня, соя 50, и тромбозность, все, оно почему-то взлетело в воздух. Мне дали направление в областную больницу, так как идет сейчас. Очередь моя не подошла, мне назначили через месяц. Я начала делать ритуалы. Ритуалы, которые давала нам Инга. И добилась очень хорошего результата. Вот именно хочу рассказать про ритуал антитела. Я начала его читать. Я читала его ровно неделю и пошла сдавать кровь. Мой терапевт был в шоке. Он спросил: что вы делали со своей кровью? Во-первых, я перестала сразу пить таблетки. Я почему-то решила, что мне назначил невролог еще какие-то лекарства, и почему-то я плохо чувствовала себя с этими лекарствами. Хоть так и нельзя, но я отказалась от этих лекарств и доверилась мирозданию и Богу и начала читать вот именно вот этот ритуал. Человек волнуется. Я на всякий вам скажу, да, у нее исход хороший, но вы учтите то, что она бросила там лекарства, это невролог назначил, то есть это совсем по иной болезни. В любом случае, прежде чем такое делать, советуйтесь с врачом. Самоуправство не делайте, потому как, мало ли что, понимаете, может начаться, это называется на медицинском языке рецидив. То есть он резко пойдет в обратную сторону, и тогда может быть плохо. Так имейте в виду. Но слушаем дальше. Простите меня. Ритуал именно по ритуал именно антитела. Так, ровно неделю я его читала. Через 2 недели, как мне сообщили мой диагноз, он не подтвердился у меня, предварительно они сделали такие выводы. Ровно через 2 недели я пошла сдавать кровь. И вот сегодня позвонил мой терапевт, она спросила: что вы делали? Я просто в шоке. У вас поднялся гемоглобин, у вас нормализовалась кровь. Когда я сдавала, у меня был очень низкий гемоглобин, и соя была просто 50. Если есть медики, они, конечно, поймут. Антитела можете найти этот ритуал на Рутубе. Вот, Рутубе, ВКонтакте, может быть, и на сайт загрузим. Может, еще на других источниках найдете. На сайте найдете именно описание и текст. Дело в том, что этот
дебильный YouTube начал удалять все, что касаемо вот этой навороченной болезни. Видимо, специальный заказ, вообще даже слово, сказанное в ролике, вот это такое вот скотство началось. И поэтому этот полезный ритуал, конечно, у многих на многих каналах удалили. Но можете найти в Рутубе, там все есть ритуалы, там не удаляют, там адекватный более. Не настолько популярный, но адекватная платформа. Можете найти, можете набрать, может быть, еще на каких-то источниках. Оно сохранилось. Это для тех, кто хочет этот ритуал. Ну, естественно, на сайте он есть. На сайте он весь текст и все есть. Там, правда, не ролик, но пока еще скоро загрузим. Но есть, собственно говоря, текст, там описание, все сказано. Можете точно так же провести. Сейчас у меня соя пошла на спад. Соя у меня сейчас 30. Гемоглобин вырос. И кровь стала более-менее нормализоваться. Меня отказали в госпитализации. Меня хотели положить на переливание крови. Сказали продолжать в том же режиме. Это может быть и переливание крови, это может быть и пересадка костного мозга, потому что костный мозг вырабатывает, да. Чаще всего спасение – это пересадка костного мозга. Донора ищут годами. Не всегда родные и близкие могут стать донорами. Это когда костный мозг начинает полностью менять кровь. Это годы. То есть очищает кровь, меняет, новая кровь обновляется. Но иногда костный мозг не принимается организмом. Организм выталкивает вот это чужеродное, да, живой организм чужой. Так что это очень страшный процесс. Этой девушке я порекомендую еще провести. Значит, исцеление крови. Состав крови меняется. Полностью меняется состав крови. Но это уже не первый раз. Дорогие друзья, я вам объясняю. Вот просто некоторые люди говорят, слишком много хорошего. Ну как так можно? Ну есть же еще и другие люди, которые писали ритуалы какие-то и так далее. А почему вот только вот у вас там говорят, что у вас вот столько перемен, а вот другие книги магии. Я вам еще раз объясняю. Другие книги по магии, мало авторских, больше всего собрано. Да, спасибо им большое, но там нет ключей. Там для профессионала. Вот я возьму любой из этих ритуалов, сделаю, у меня сработает. Вы сделаете, у вас ничего не сработает. Нигде. Та же самая Степанова, которая, да, больше всего ее книги есть, не сработают, потому что там нету ключей. Что такое ключ? Это определенные слова, которые открывают двери, грубо говоря, тут же дают результат. Это определенное время. Это с Луной связано или не связано. Это днем или вечером. Это откупы, это слова, сказанные во время откупов и так далее. Много всякого. Это ключи. То есть то, что помогает ритуалу сработать. Они не рассчитаны на обычных людей. Они не рассчитаны на результат. Они рассчитаны на то, чтобы люди просто покупали. Вот магия, вот там, в общем, древние знания, такие необычные заговоры, мужа приворожить, не знаю, чтобы жена не гуляла и так далее. Там тысячи всяких вариантов. Для того, чтобы купил человек. Вот ему надо, у него там такие определенные проблемы, дети не слушаются, а там на все случаи жизни написаны. Но чтобы купил человек, красиво написанные, там где-то взятые, где-то переделанные, где-то взятые, скажем так, из этнических там песнопений и прочее, в общем, подогнано. Просто красивые ритуалы, таинственные слова и прочее. Особенно вот 90-е годы, вот новое вот это вот направление чернокнижия. Там вообще и же ход творит, и же дух мой, и же бесы там хоровод ведут, и же поп, чтобы там испортился, и же чтобы бесовскому слову моему вообще ни о чем. Просто вот солянка, набор слов. И же туда, да чтобы так-то, всеми там словами ход творимый. Читаешь и вообще не понимаешь, о чем вообще речь.
Просто сделано все для того, чтобы выглядело очень, очень страшно. Очень жутко. Знаете, как депутат выйдет, наши контрибуции путем контрастации, консультации, консилигации, путем кондулации. И все сидят, думают, ни хрена не поняли, но было очень интересно. То есть какой умный мужик, он такие слова знает необычные. То же самое сейчас. То есть почему? Потому что очень красиво, очень таинственно, очень темно, там вообще страшно, черепа нарисованы. Вот вы заметили, когда, ну вот сайты вот всяких аферюк, там магические, да, магии и так далее, эти сайты, они запичканы, то есть они запичканы вот этими черепами, кровью, не знаю, что еще там такие страшные вещи нарисованы, вуду, какие-то жуткие скелеты. То есть вот чем меньше, то есть из себя представляет человек, тем больше он хочет запугать. Одно время, я помню, там какой-то великий вудуист был, он такой, какие-то там вот такие звуки какие-то издавал, не знаю зачем. Значит, вот на башке этот балдахин висит путем великих сил черных, темных. И на столе одни там какие-то черти рогатые, черепа с кровью. Ну вот не дай бог никому. А на самом деле он никто, и звать его никак. Понимаете? Вот то же самое. Поэтому это работы, которые нацелены на то, чтобы у людей сработали. Ведь они же бесплатно даются. Это, то есть, бесплатно отдается, рассчитано на то, чтобы оно помогло людям. Людям помог, да, или типа Писуя нарисовал маску от сглаза. Ну вот так вот берешь, значит, и лицо разукрашиваешь там всякими этими, на башке перья тыкаешь и выходишь на улицу. Тебя никто в жизни не сглазит. Никогда. Какой там сглаз? Все бегут, быстрее скрываются. Кто-то скорую звонит, кто-то милицию. Какой сглаз? О чем? Вот, от сглаза очень сильно помогает. Да, это так. Вот это надо признать, что от сглаза такие жуткие маски очень помогут. Больше ни от чего. Вот представляешь, вот берешь, делаешь такую маску и пошла на работу, чтобы, ну, никто не сглазил, на всякий случай. Вот, и тут же, то есть хочу сказать, что да, работы такие, таинственные книги, все такое, но там рассчитано на то, чтобы человек купился на эти слова. Вот там и же ход творимый бесами, чертями, и же через черные ворота, там батюшка Сотуна, услышь, и же молитву бесовскую, тебе поклонюся. То есть читает человек и волосы дыбом, думает, вот это я понимаю. Вот это работа, все покупают, даже не спрашивают. А здесь что сказано? 4 менялы, шли 4 менялы. Или там из Царьграда, да, Золотого, дошли, 3 свекрови, 3 снохи. Вроде безобидные слова такие, веселые, а они работают. Понимаете, в чем дело? Вот. Поскольку это бесплатно дарится, не было расчета на то, чтобы это было очень устрашающе, и люди покупали. Нет, это бесплатно, чтобы вам помогло. Вот поэтому оно и работает. Потому что она рассчитана на то, она изначально нацелена на то, чтобы помогло человеку, а не на то, чтобы чем больше страшнее запихнуть туда как можно больше черепов и бесов, чтобы купили. Вот о чем речь. Так что... Вот о чем. Вот они помогают. Некоторые просто так, знаете, так, скажем так, написаны, придуманы, очень такие легкие, запоминающиеся заговоры. И они очень быстро работают. А у кого-то там и же бесы, сатана, и же через черные ворота пойду, поклонюсь, а ни хрена ничего, ни о чем. И же, чтобы батюшка сдох посреди прихода, черный приход, и чтобы бабки там упали в обморок, и же бес и сатана пройдет через тайные ворота. Читаешь, думаешь, твою мать, о чем сказано? Что надо-то, про что, на что нацелено? Ну вот написано, например, чтобы там много денег. Вот и же сатана через
черные ворота прошел через церковь, и же батюшка там сдох, чтобы окочурился, и же бабки, чтобы там сдохли, померли, и чтобы бесу поклонюся, пойду я на 4 дороги, и же бес творимый ходом через левое плечо. И я думаю, а где-нибудь там сказано про деньги вообще? Где там деньги-то? Где? Где деньги? Блин, я поняла, что батюшка помер, там все упали в обморок, бес прошелся, сатана пришел, все поклонились. А деньги где? Понимаете? А заговор – это цель. Вот такие-то, такие-то, принесите мне столько-то денег, вот это хочу, вот так. Все. Понимаете, в чем дело? А так и же бес, и же сатана, и батюшка, и поклонюся. Чтобы, для чего? Чтобы люди купили. Вот они почитали, скажут, вот это я понимаю, вот это магия. И бегом забрали эти книги, а они ни хрена ничего. Ни о чем. Вот, понимаете? Да, а денег нема. Все, пойдемте дальше. Я только вот просто не понимаю, вот в этих заговорах, да, например, рассчитаны на, да, на то, чтобы там устрашение. Причем здесь вообще батюшка, портить батюшку, поплевать на алтарь, пойти там, не знаю, через левое плечо, задницей зайти в церковь. Что это дает? Или там иконы взять, сжечь, там спалить. Ну, во-первых, это некрасиво, это искусство, это чья-то работа. Даже если я не верю, не поклоняюсь, но это чья-то работа. То есть это, ну, кто-то рисовал, кто-то трудился, да, и в конце концов это старинная вещь, это память национальная, это первое. Во-вторых, это некрасиво, это оскорбляет людей, не чувство верующих, я имею в виду, вообще людей, некрасивые поступки, какие-то варварство, какой-то идиотизм, да. И причем зачем бесы должны тебе дать золото, бриллианты, не знаю, богатство мира только за то, что ты там прошла, поплевала на алтарь, зашла задницей через, не знаю, левое плечо в церковь, и если ты там прокляла батюшку, и вот они тебе должны за это все дать деньги. Я вообще понять не могу. В чем там прикол, говоря по-русски? Зачем оно надо кому? Вот обращайся к силам именно денежным, фартовым. Они тебе дают, ты радуешься, благодаришь, и вот этой вот энергией радости их питаешь. Пожалуйста, вот тут есть у них, скажем так, корысть, да, есть у них цель, есть смысл тебе отдавать для того, чтобы ты кормила их вот этой энергией радости. И вот так вот энергообмен происходит. Можно понять, зачем они тебе помогают. Они тебе помогают, а ты им отдаешь энергию радости. Вот здесь понятно. А тут, блин, батюшка, чтобы сдох, и бабки, чтобы подохли, и церковь, чтобы развалилась, и же сатана прошелся, и же все поклонились. Ну и что дальше? И что это тебе дает? Я понять не могу. Понимаете, вот смотрите, ведь ты создаешь реальность. Я же вам объясняю, ты создаешь эту реальность сначала там, в мыслях, в голове, подсознании, а потом это проходит в реальность. Теперь представьте, какую реальность ты создаешь этим ритуалом. И же церковь развалилась, и же бабки сдохли, и же поп будь проклят, и же чтобы все, блин, к чертовой матери сдохли бы все, и чтобы все поклонились, и сатана прошел, и же бесы перешли, и же через левое плечо прыгнули, ход творимый через черные врата. Вот какой-то там такой жуть ты там, такую ужасную реальность там создала, что просто это голливудским этим режиссерам не снилось в самых страшных снах. Это надо Фрэнсису Коппола только срочно книги эти отправить, чтобы он по ним эти страшилки снимал, и все. Понимаете? Поэтому вот, давайте дальше. Так вот, вот эти ритуалы, которые я вам назвала, они есть. Вот в Рутубе точно есть еще на сайтах, на других платформах. Там ищите, пока мы загрузим на канал, ой, на сайт. Он уже, ну, мы его уже как бы постепенно подготавливаем, уже загружаем, а потом уже там все найдете, никаких проблем. Все. Сказала, я не знаю, что вы там делаете. Ну, единственное, мне назначили съездить к врачу, в областную гематологу. От этого, конечно, я не сказать огромное спасибо Инге. И низкий поклон. Вроде бы для этого ритуала ничего такого особенного не надо. Ни перья папуаса, там, ни какие-то там еще что-то. Просто 2 свечи, стакан воды и алтарь. Но для меня это вот было... Ритуал, он дал мне вот вторую жизнь.
Я вам сейчас объясню, чем отличается профессионал от непрофессионала. Непрофессионал думает так: если ритуал от смерти, там, да, взял где-то основу один ритуал и там переделал, что-то сказал, что-то добавил, что он думает? Чтобы спастись от смерти, это страшенные вещи надо. Надо через 20 этих селений пройтись. Из 7 дворов каждой собаке по хвосту отрезать. Там, не знаю, найти 7 черных котов и всех в мешки засунуть, отвезти на кладбище, оставить. Еще поехать купить какой-то там печень обезьяны, сварить ночью, 12 ночи, воду вылить там соседям во двор. То есть вот это все надо, это же смерть, это же очень жуткая, сильная вещь нужна, чтобы освободиться. Поэтому берет и создает там, как я один раз почитала, значит, посвящение ведьм и колдунов. Внимание, как там, да, внимание, сейчас будет жарко. 24 курицы, 24 петуха, большой котел. Идем на кладбище, режем им голову в 12 ночи, варим в котле. Теперь представьте, тащишь ты 24 мешка кур, 24 мешка петухов. Тащишь ты на кладбище. Там крик стоит нечеловеческий. Куры, петухи же не стоят молча, вытянули шеи, чтобы ты там рубила. Нет, они орут на весь район. Значит, им надо резать голову прям 12 ночи. На котле сварить. Где там на кладбище котел поставить сварить? Пока ты на котле будешь варить этих кур, сторож выйдет, солью тебе в жопу выстрелит. В общем, произойдет тут же это посвящение в колдуны. Ну, заодно еще и посвящение в больницу, милицию, прокуратуру и все такое. Все вместе произойдет. Понимаете? Ну, еще мужики в белых халатах в виде бесов прибегут, тебя свяжут. Ну, в общем, вот что-то такое. То есть, имея в виду, что непрофессионал, он что делает? Он нагоняет жути. Вот если смертельная болезнь или что такое страшное у человека, да, надо вот это очень тяжелую вещь придумать, чтобы спастись от смертельной болезни. Профессионал думает таким образом. Человеку сказали, практически приговор, ты умрешь. У тебя вот такая болезнь, и редко кто спасается. Есть желание у человека ходить по дворам, собирать пыль с перекрестков. Он отчаянный, у него и так как бы руки, да, упали уже, он крылья сложил, и все. И он ждет, ну, получится, получится. Он попрощался с жизнью практически. Теперь смотрите. Для человека, у которого смертельная болезнь, ритуал должен быть как можно проще, чтобы человек хотел, чтобы у него было желание, чтобы он сказал, ну, мне терять нечего, что мне там, одна свеча и вода, в конце концов, что я не могу прочитать. Ну, сделаю, получится, получится. Не так сложно. Понимаете? Вот он поставил воду, зажег свечу, начитал, и это его спасло. Здесь главное желание и концентрация. Есть, конечно, сложные ритуалы, но я предпочитаю сложные ритуалы больше, чтобы проводили именно колдуны, ведьмы и так далее. А некоторые ритуалы, друзья мои, чтобы вы знали, просто неучи, знаете, как говорят, если бы это было так легко и просто, все бы проводили. Вот для таких вот ничтожеств хочу сказать, что именно для того, чтобы людей держать подальше от магии, именно для того, чтобы показать, что это таинство, и нельзя несерьезно к этому подходить, ведьмы, колдуны, жрецы усложняли задачу для того, чтобы человек 1000 раз подумал, прежде чем лезть туда. Понимаете, почему? Вот для этого. А на самом деле все гениальное просто. Все гениальное просто. Умирающему человеку, человеку со смертельным диагнозом, нет желания куда-то идти куда-то там какие-то там через реку пройти, по всем дворам ходить, у всех веники просить. Нет. Такому человеку надо дать ритуал как можно проще, чтобы он все-таки захотел жить, чтобы он понял, не все так сложно. Ладно, ну на воду прочитаю, что я теряю? Я прочитаю, поможет? Нет. И помогло. Понимаете, почему? Вот именно для того, чтобы человек делал, чтобы у него был стимул и желание. Вот ему сказали этот приговор, он пришел без настроения.
но думает, что мне делать. Вот взял и прочитал. Еще отсрочить смерть, отмолить смерть. Вот отмолить, то есть попросить пощады у Мары. Разве он очень сложный ритуал? Нет. Печень, мне кажется, купить возможно. На кладбище идти можно. Есть, если у тебя есть желание спасти себя или близкого человека, ты его заставишь идти. 13 свечей нужно, там, ну, конфеты, водка, там, рюмка, что еще, черный хлеб. Банальные вещи, такие вещи, которые, ну, дома везде у всех найдется. Пойти туда, зажечь эти свечи, 13 раз прочитать, печень не оставить на перекрестке, уйти. Все. Вот таким людям я рекомендую это тоже начитать, чтобы эта болезнь, раз уж ушла, чтобы она ушла наверняка и больше не вернулась. Понимаете? Проще. Чем сложнее задача, чем сложнее проблема, тем ритуал должен быть проще. Чтобы у человека было желание его делать. Да, да, многие скажут, ну не хочет, пусть не делает, это его вообще, его проблемы, нам-то что. Но я же рассчитываю на то, чтобы помочь человеку, я же для этого дарю, чтобы человек жил. Если я буду так думать, да мне плевать вообще, пусть не делают. Раз уж нет у них денег там купить хвост обезьяны, да и пускай, да и туда дорога. Нет, я должна человеку такое дать в сложную минуту жизни, чтобы ему было нетрудно взять и сделать. Когда ты хочешь деньги, еще можно себя пересилить. Можно пинка дать и сказать, давай, работай и начинай делать, ищи то, это, чтобы у тебя была денежная удача. Но когда человек умирает, какое ему желание сидеть, то есть это, вот это найти, то найти. Он пока будет это искать, его не станет. Понимаете? Заставить человека, стимулировать его, показать, что да ёкала мене, что тебе трудно, вот на, нет у тебя бокала воды, возьми, поставь, зажги свечу и прочитай, в конце концов, ты ничего не теряешь. Давай, вставай и делай. Вот о чем речь. А все остальное... Так, а все остальное, собственно говоря, не столь важно. Главный результат. Теперь давайте дальше пойдем. Аж взбодрилась. Что-то у меня прям вялость была какая-то, усталость. Я думаю, но все же я проведу, потому что, кстати, наверное, вот и про ясновидение заодно, если успеем, здесь включу эти голосовые, потому что, я думаю, может быть, все вместе сделаем пока что. Их достаточно, ну... Перемешали сейчас, не хочу там отделять, это долго. Так, закрыть все долги. Ритуал моей прабабушки очень сильно. Вот. Почему я назначаю, там рядом пишу сильно, очень сильно или просто? Это не означает, что там, где я не пишу очень сильно, это не сильно. Нет. Очень сильно это означает, что надо подходить более ответственно. Что это тот самый ритуал, когда ты должна понимать, что, ну, хочешь сделать, делай все правильно. Нет, плохого не будет, просто не получится. Но он поможет тебе, но концентрируйся. Когда не пишу очень сильно, это не значит, что он не сильный. Это точно такой же сильный. Но просто его даже если с одной ошибкой прочитать, он получится. А где сильно и очень сильно, он очень быстро работает, но надо делать все правильно, от и до. Так, значит, вот Одина, по-моему, Одина или Одина Турсунова. Извиняюсь, если неправильно, скажем так. Так, читаем, значит, что здесь написано. Так, Фортуна, если еще я услышу такую хрень собачью, я вас удалю вообще из форума. Ерундой не пишите, не отвлекайте людей. Никто не понял, что вы написали, что вам надо вообще. Так. Добрый Инга, ритуал очень действенный. Я сразу же записала его, сделала, как вы сказали. Через 3 дня я закрыла кредит, отдала свой долг знакомым. Еще и детям купила вещи и продукты. Накупила, еще осталось деньги в кошельке. Это только от одной зарплаты. Как это получилось, я пока не понимаю. У меня
меня свалился с плеч. Я закрыла глаза, крепко и от души поблагодарила вас. Огромная благодарность вам, вашему роду. Спасибо, что вы есть у нас. Хочу вам сказать, чтобы вы поняли, что отдавание долгов тоже очень важная вещь. Потому что долг – это как портал, понимаете? Это как дыра. Она тянет и тянет ваши силы, ваши деньги. Пока вы не закроете, вот даже 1000 рублей вы должны, никак не увидитесь с этим человеком отдать. Все время у вас ощущение, если вы порядочный человек, эти долги у вас уходят. Даже если вы непорядочный человек, у вас все равно... Это дыра, понимаете? Оттуда уходит ваша энергия. Не получается собрать воедино все. Только по той причине, что вы кому-то должны. И Вселенная все время этот долг берет. Проценты берет за этот долг. Постоянно, пока вы не закроете этот долг. И постарайтесь всегда, я уже говорила вам, лучше, скажем так, взять кредит и оплатить, чем пойти продать что-то свое. Если вы одно продадите что-либо, потом еще продадите, вы открываете такую цепочку, понимаете? Вот одно кольцо продали, и второе придется продать, и третье. Все потянет туда. Одно кольцо купили, и второе придет, и третье. Вот одно тянет другое. Долг тянет следующий долг. Деньги тянут следующую сумму к вам. И так далее. Купили одну машину, через некоторое время на вторую смогли накопить. Они тянут, вещи друг друга тянут. Они не любят быть в одиночестве. Они обязательно начинают себя окружать, особенно бриллианты. Почему я говорю, купите хоть маленький бриллиант, но бриллиант. Пусть это там будет 15 тысяч стоит, пусть это будет россыпь бриллианты, то есть бриллиантовые. Но через некоторое время у вас появятся еще новые вещи, обновы, меха, потому что бриллианты не любят быть одни. Понимаете, чем отличаются ведьмы от людей, которые понятия не имеют о магии? Тем, что им даны эти сакральные знания. Мне не нужно где-то читать, посмотреть, чтобы вам что-то сказать. Я это знаю. Нигде не написано, что бриллиант не любит одиночество. Вы такое читали? Нет. Но если у меня потом взяли, написали, может быть. Никто это не знает. Но я знаю. Я знаю это от своей бабушки. Я знаю по своему опыту жизненному, что бриллиант – это такой камень, который не любит одиночество. Если у человека есть бриллиант, обязательно приходят меха, обязательно приходят подарки, обязательно приходят, значит, золото, бриллианты и так далее. Что за звуки там? Ну ладно, уже привыкший. Поэтому я и говорю, вот сделайте такое. Соберите, купите настоящий бриллиант, маленький пускай. И вы увидите через полгода, сколько всего у вас добавится. Ради интереса даже положите большой сундучок, и через полгода в этом сундуке места не будет. От подарков, от того, как вы сами накопите, попадете в какие-то распродажи. Вы откроете свой шкаф и не узнаете свой шкаф. У вас столько будет свитеров, у вас столько будет там всяких накидок, у вас столько будет там всего. Вот некуда будет ставить. И через год вы сами не узнаете свою жизнь. Только потому, что вы купили один бриллиант. Потому что, еще раз говорю, бриллиант не любит одиночество. Бриллиант всегда притягивает и окружает себя всеми этими разными предметами роскоши. Его называют первокамень или камень первородный. В переводе, скажем, на Востоке вообще бриллиант называют адамант. От слова Адам. Адамов камень. Понимаете? То есть первокамень, первоисточник. Он стражник денег. Вот поэтому люди стремились всегда. Он как бы символ престижа. Кроме того, что он чистый камень, красивый камень. Это символ престижа. Вот давайте еще раз. Самый вот маленький такой бриллиант. Это мне, правда, подарили, но хочу вам показать. Вот. Смотрите, какой сверкающий. Жаль, что здесь не умею включать, не знаю как. Но уже издалека можно понять, что это бриллиант. Так. Пойдемте далее.
вправить спину, яху. Вот яху, целебная смесь моей прабабушки. Я эту смесь целебную у них свистнула, я украла. Я прочитала в ее блокноте, как это делается. Я у нее спрашивала, я говорю, а как вы делаете это? Моя прабабушка, бабушка делала, мамина бабушка умела, она была вообще знахарка. Марта вообще была повитуха, знахарка, ее называли Марта Ханум. У нас рядом азербайджанские села. Ее специально приходили, забирали на этих, ну, на арбе, на этом повозке с лошадьми, сопровождении там. Она шла, принимала роды, потом возвращалась, ей там подарки дарили, все такое. Она была знахарка, она была и травница, она была повитуха, знахарка. Вот это никуда не девается, знаете. У меня 2 тетки гинекологи, у меня сестра закончила гинекологический, потом дальше пошла. Она стала уже врачом. Как анестезиолог. То есть это никуда не девается. Это любовь ко всему. У нас одни врачи. Я могла врачом стать давно. Я и хотела быть врачом. Я очень много знаю в медицине. Когда у меня сестра училась, мы с ней вместе сидели. Я на нее орала, ее ругала, и мы по ночам сидели, писали все ее лекции, там, не знаю, готовились к экзаменам. Мне все говорили, что я буду врачом. Я очень много разбираюсь в медицине. Но в конце концов, одна часть меня все-таки перетянула в другое место. Понимаете? Да, я стала врачевателем душ. И вот они делали вот этот яху. И я, когда хотела узнать рецепт, как они делают, естественно, они говорили, подожди, ты еще маленькая, узнаешь. Я однажды увидела, куда, мама записывала все их рецепты. У меня до сих пор мамин вот этот зеленый блокнот, как будто имитация змеиной шкуры. Я ей как-то сказала, я говорю, этот блокнот у меня. Она говорит, а я ищу, у меня там рецепты не могу найти. Я говорю, обойдешься. И она записывала все за ними, что делает, как они делают. И я там пошла и прочитала, как делается яху. Потом как-то пришла женщина, и я своей бабушке говорю, вот, я говорю, может мне пойти водку принести? Она говорит, какую водку? Я говорю, чтобы сделать. Она, а ты откуда знаешь? Я рассказала все, как надо делать, чего они. Ой-ой-ой, прям, как она меня называла? Сейчас скажу. Вообще меня так называли, как молодое вино. Кипит, вся знает, все. Я любознательный была ребенок. И она удивилась, что я знаю. Зена. Ей что-то снится, она вся рычит во сне. Вот написано. Здравствуйте, уважаемая Инга. Хочу поделиться результатом этого волшебного ритуала. Со спиной были проблемы у моей дочери. 3 года назад провели обследование, выявили смещение позвонков в области поясницы. И каждый год осенью, весной были такие боли, что отказывали ноги. Делали уколы на протяжении 2 недель, чтобы хоть как-то облегчить. И вот сейчас, месяц назад, опять у нее начался этот ад. Я не знаю, как это работает. Я просто попросила вас и ваши силы помочь моей доченьке. А это очень часто бывает, потому что духи, они всегда подсознательно передают то, что нужно людям. Так что не удивляйтесь, что иногда вы удивляетесь тому, что вот вы открыли, а там как раз тот ритуал, который вам нужен был. И утром на канале вижу этот ритуал. Результат ошеломил, причем после первого раза. Боль за ночь прошла. Я уж по истечении 3 дней вовсе... по истечении 3 дней отпустила. И даже намека не осталось, что спина когда-то болела. Мы очень благодарны. Спасибо вам, вашим силам, вашему роду и так далее. Вы слыхали или нет? Человек
значит, болела сколько? 3 года назад провели обследование. До этого болела спина у человека. Вот. После того, как она сделала вот это вот яху, у нее прошли боли полностью. Хотя 2 недели, кашель пропал. В смысле, ну-ка еще раз напишите. Я просто вижу и не пойму. А кашель пропал, все. Я думаю, кашель пропал. Я аж удивился, что за ритуал такой. 2 недели каждый раз делали человеку уколы, чтобы она хотя бы могла просто двигаться и жить. Понимаете? А теперь у нее нету боли вообще. Запомнили? Я вам дала такой рецепт, который знали только ведьмы. Да, я удивилась, Роксана, я думаю, что за после ритуала кашель пропала. Я неправильно, я теперь поняла. Я думаю, ни хрена себе, это как надо неправильно делать, чтобы кошелек пропал после ритуала. Хорошо, что я поняла. Так вот, вот этот рецепт знали только знающие люди, они никому не давали. Вы думаете, меня за это не наказывают иногда? Наказывают. Всегда на ведьм нападали и нападают определенные темные силы, нехорошие силы, злые силы, потому что мы освобождаем людей от зла, от боли. Они нам за это мстят, ведь они уже не могут выпить их энергию, насладиться их мучениями. И они начинают нападать на нас и мучить нас, и нам бывает плохо. И бывает на душе очень тяжело, бывает депрессивное состояние, бывают срывы, бывает вообще жить не хочется. И такие моменты бывали. Это все плата за то, что мы дарим людям и отдаем. И помогаем людям. Вот человек больше не будет питать своими эмоциями, своими страданиями эти силы. И эти силы приходят тебе мстить за то, что ты помогаешь. Почему ты помогла? Почему ты лишила меня корма? Тогда я буду жрать тебя. Конечно, это все возможно убрать, это понятное дело. Но вы не думайте, что это так легко и просто, и все нормально так. Знаете, ну дала эти ритуалы, ну и хорошо, и прекрасно. Значит, вот этот рецепт, он был тайный, и мало кто вообще знал. Передавали по роду, передавали от бабушки к внучке. А я взяла и вам подарила, чтобы у большего количества людей была возможность помочь себе. Раньше ради яху ехали черти куда. Ехали прям сутками через селение, приходили к этим знающим женщинам. Вот, к этим знающим женщинам для того, чтобы они им провели вот это все, сделали, чтобы вот эти боли спины прошли, особенно после родов, когда спина падала и начиналось всякое. Не поняла, что тут пишут. Пишут вообще какую-то ересь. Сейчас, секунду, я посмотрю. Влезли, всякую хрень тут несут. Ой, может, наша знаменитая дерьмогруппа херню пишет, понятное дело. Специально лезут, они пишут такую ересь, а потом скрынят, выставляют и говорят, вот люди вот что пишут, посмотрите. Понимаете? Да, я уже это знаю. Иногда так смешно. Из 1000 сообщений, которые я сама-то не вижу на своем канале, они нашли эти сообщения. Да, они сами пишут, потом скрынят и выставляют у себя. Вот, посмотрите, что пишут люди. Там, всякую хрень. Там, у меня там, не знаю, после ритуала, не знаю, что там, дом сгорел, что-то такое. Вот так пишут такие вещи специально. А потом, значит, видишь, заскрынили. Вот, посмотрите, люди... Я-то не вижу у меня, на канале не всегда, не все сообщения, не все комментарии. А они вот под ритуалом, который выложен 4 года назад, увидели, значит, комментарии. Если еще раз пожилое вот тут напишет всякие животные,
будут посланы на 3 буквы мной. Своими руками гребаными пиши дальше все слово. Пожила. Сейчас я тебе на башке напишу, прям на лбу, овца тупорылая. Вообще, блин, животный мир. Добрый вечер, Лейла. Так, дальше слушаем. Меня одна тоже недавно написала. Здрась, пожил, научи, чем пожил. Я говорю, твою мать, ты что, блин, инопланетянка, откуда упала? Что за чем? Черная магия, пожил. Я говорю, ты даже черная магия, у тебя уважения нет к магии, вообще слово магия. Пожил, чем, учись, да, из ПС. Я говорю, пошел на туды, коротко так, сокращенно. Пошел на 10 см. Ну, это имею в виду среднестатистический. На больше они недостойны. Слишком, блин, уже жирно для них будет. Все, слушаем дальше. Здравствуйте, уважаемая Инга, здравствуйте, Яна. Благодарю вас за ваши ритуалы, уважаемая Инга, и благодарю Яну за то, что вы держите связь между нами и нашей ведьмой Ингой. Спасибо вам. Спешу сообщить, что этот ритуал «Помощь мужчине» я провела для своего сына. Он живет в другой стране, ему 27 лет. Я провела этот ритуал, и буквально через несколько дней, чтобы не соврать, неделя, и, может быть, 1-2 дня плюсом, мой сын покупает квартиру. Я в большой радости. Я не удивлена, я не шокирована. Естественно, все ритуалы работают прекрасно. Если в это не верить, нечего даже и пробовать. Мне кажется, настолько... Но я не то, что верю, я верую во все вот то, что происходит. Про веру. Я извиняюсь, сейчас скажу пару слов. Дорогие друзья, сын, которому провели, ведь не знает про этот ритуал, правда? Нет, но ему же это помогло. Ребенок, которого приводят, не понимает, что с ним делают, но ему же помогает. Я имею в виду, что не обязательно знать, что с тобой делают, или верить в это, да, чтобы это помогало. Но уважение к этим работам должно быть. Просто то, что говорят, что вот я верила очень, не помогло. Нет, дело не в вере. Дело не в вере. Дело в том, что человек уважительно к этому относится, поэтому помогает. Они смотрят в душу. Если ты приходишь со словами там, ой, ну не знаю, поможет или нет. Одна мне написала, я помню давно, мне пишет, слышь ты, мразь слепая, никакие твои ритуалы мне не помогли. Я их читала, не помню. Мразь слепая, мне пишет. Я говорю, ну правильно, что не помогли. Потому что биомусору они не должны помочь. Я говорю, я верю, что не помогли, ты не врешь. Все правильно. Просто биомусору они не помогают, поэтому они тебе и не помогли. Все правильно ты сказала. Человек обращается ко мне как мразь слепая. Значит, у нее изначально ко мне нет уважения, правда? Ни капли, ни ко мне, ни к моим трудам. И она надеялась, что они ей помогут. Конечно, нет. Так что боги смотрят в душу. Если работы не получаются, задумайтесь над тем, а вы правильно относитесь к человеку, который это дал? Достойно ли относитесь? Или вы пришли сказать, ой, ну не знаю, фигня какая-то, дай прочитаю, вдруг поможет. Вот. Так что дело даже не в вере. Дело в уважении. Потому что, еще раз говорю, вот ее сын, да, вообще помощь мужчине, есть у нас ритуал, все время спрашивают. Ее сын-то не знал, что мама прочитала для нее, для него. Но она-то уважала эти работы. Вот. Иногда уважение люди принимают за веру. То есть, что я верила. Нет, это не всегда вера, именно прям слепая вера. Нет, я верю, все равно... Нет, это больше уважение. Хорошие работы, люди говорят, пишут, надо попробовать самим делать. И делать надо правильно. Все и получается.
чудеса, в магию. Просто хочу еще раз сказать, доказать всем, насколько быстро иногда совершаются чудеса, и насколько быстро духи отвечают на наши вопросы, запросы. Ну, конечно же, надо духов всегда благодарить, не только просить, что я и делаю практически ежедневно. Моя фортуна в цветах, у нее кофе. Ганеша очень любит сладости, любит кексы, он их получает, да. Вот, поэтому сейчас вот буквально несколько минут я совершила обряд на моего мужа. Он француз, его зовут Ален. И я точно знаю, что все будет даже лучше, чем я могу себе представить. Еще раз благодарю вас. До свидания. Спасибо. И вам спасибо, что честно все сказали. Дальше читаем. Хозяйка Медной горы одарит богатством. Вот, читаем, что здесь написано. Мстислава Дюма. Она пишет. Давайте прочитаем. Пишу о результате. Я в шоке. Сработало. Даже суток не прошло. Значит, совершенно спонтанно пошли в магазин за осенними сапогами и каким-то образом купили рубиновое кольцо и серьги как комплект. Нарвалась на огромные скидки. Бабушка после говорит, что вообще не поняла, как могла купить такие дорогие вещи. Она меня любит, никогда не экономит, но чтобы настолько. Причем вскоре мы, наконец, вступили в наследство, и деньги вернулись даже большие. Бегу откупаться. Спасибо огромное за ритуал. Это не первое, что я провожу. Никогда не сомневаюсь, что сработают, но результат всегда нереально удивляет. Вы знаете, а меня иногда удивляет, вот у людей срабатывают такие вещи. Вот смотрите, я буквально, наверное, полгода, когда примерно так, как я подарила ритуал попросить жилье у хозяина города. Столько людей мне отправили, то есть откуп и благодарность, то есть у них сработало. И иногда вот люди, знаете, вот столько просят, делают, у них все получается. Но иногда такую ерунду напишут. Просто сидишь, думаешь, слушайте, у вас просто чудеса случались, чудеса. И квартиру внезапно получали, еще что-нибудь. Расскажу вам один такой случай, когда женщина повела себя очень... человек привела свою знакомую. Да надоели вы уже, да ёкала мене, вашу мать, блядь. Уф. Как откупиться, куда написать, что делать? Надоели. Идите отсюда уже. Заколебали, блин, а. Как пристань, как банный лист к жопе. И как начнут, а что делать, а куда... Да, блин, изучайте канал. У меня прямой эфир сейчас. Я голосовые включаю и рассказываю, и объясняю людям то, что нужно дополнить. У меня сейчас не вопросы, а ответы. Сец, блин, просто. Что делать, куда писать, а как откупаться, а что делать, а как читают, а где свечи купить, а как чего, а что алтарь означает. Заколебали, Ляха-муха, уже забыла. Я просто помогла этой женщине не раз и не два в ее жизненной ситуации. И она привела свою знакомую, точнее, одноклассника, мать, у которой была онкология. Я ей начитала, естественно, она лечится. До сих пор жива, ей врачи говорили, что она жить не может, то есть не будет. Сын ее, который вообще был никчемный. Одним словом, результаты такие. Он бросил пить. Он сначала смеялся, пришел, ой, это все опять бабкины сказки. Я говорю, молодой человек, если вы дальше будете смеяться, я не ручаюсь потом за вас, ладно? Ой, ладно, хорошо, а что со мной будет? Я говорю, увидишь. И ночью за ним какой-то там черная тень гналась, и он там просто обделался и все прочее. Потом у него тяга к спиртному прекратилась, хотя я именно на спиртное не начитывала, но я просто исправляла его судьбу. Потом ему предложили работу, он сказал, 5-6 мест, даже вот управляющую должность человеку, который столько лет дома сидел, только пил.
Ему столько всего, значит, сказали, он не захотел. Это ладно. У них отец был генерал, и внезапно почему-то пришло там что-то там такое, что им положено было, и государство им начислило столько денег, что они купили однокомнатную квартиру, ну, значит, в центре города, и еще и осталось на дорогую машину и все прочее. И человек все равно сказала, ну, особых-то перемен, ну, я не вижу. Да, конечно, есть что-то там, но особых перемен. Значит, особых перемен нету. Она должна была умереть, до сих пор жива. Значит, ей ни с того ни с сего государство за что-то там забытые деньги где-то, которые никогда в жизни никому не дают, отдает им такую сумму, что им хватает купить квартиру в центре города, машину. Ему предлагают, значит, должность начальника в нескольких местах. Он не хочет, потому что там надо, да ну, там в 7 утра надо вставать. Твою мать, что ты говоришь? В 7 утра надо вставать, понимаешь? Вот. И она сказала ей, что, ну, мы договаривались тогда, разговаривали, что, ну, вот как будет, по результату заплатите. Она сказала, я не буду платить. Вот почему говорю, что надеяться на то, что человек оплатит после твой труд, большая глупость. Мало кто порядочный, к сожалению. Многие, знаете как, результат есть, о какой плате идет речь. Это там Боженька помог, это Богородица помогла, это случайность, это совпало и так далее. Ну, и она сказала ей, что я не буду ничего платить, никаких перемен я не вижу. И она говорит, мне стало так неудобно, это я потом узнала. Она мне приносит, оплачивает и говорит, это вам вот от такой-то там вот, возьмите, пожалуйста, плату, они вам оплатили труд. Я говорю, ну хорошо, оплатили и хорошо. И я потом узнаю случайно, что, ну, они как бы удивились этому всему. Мало того, что она оплатила, так он еще пришел к ней и сказал, ты знаешь, я ездил к ней, когда вот зря поездил и на бензин, вот я бы хотела, чтобы ты мне компенсировала бензин, потому что ты мне порекомендовала ее, а там никаких перемен, и я еще на бензин потратился. Она говорит, я охренела, конечно, взяла, отдала ей за бензин. Я когда это узнала, у меня прям волосы дыбом. Меня затрясло, понимаете? Я говорю, ты посмотри на это ублюдство, значит, людей. Мало того, что я столько им помогла, мало того, что они не оплатили, человек за них оплатила, потому что ей было стыдно, неудобно, так они пошли на бензин еще, сказали, мы бензин прокатали, поехали к ней, деньги отдай, потому что ты зарекомендовала нам. Я говорю, твою мать! Я взяла, и я по номеру карты ей отправила эти деньги. Я говорю, ты не должна платить за других. Вот если бы ты изначально сказала, я согласилась на это, другой вопрос. Но я тебе такое согласие не давала. Ты за нее заплатила, все, я тебе эти деньги обратно отправляю. Потому что ты не обязана за них платить. Я эти деньги ей вернула. И я, значит, им написала, я сказала, я никогда не думала, что есть на земле такие выблядки. Я говорю, вот теперь, вот если нет никакой, ничего, я вам клянусь сыном, сейчас я вам скажу. Я говорю, если нет никаких результатов, замечательно, вы ничего не платили, до свидания. А что я ей вернула или нет, это не ваше собачье дело. Вы же деньги не потратили, чтобы что-то там говорить. Дорогие друзья, после моего разговора через 3 дня он попадает в аварию, в хлам. Там баба, которую он катал, она, значит, у нее ноги поврежденные повезли в больницу. Машина в хлам до такой степени, что восстановлению не подлежит. Я не знаю, то ли Бентли они купили, то ли Харли купили, хрен знает что. Машина полностью в смятку. Квартира у них с провода какое-то там замыкание дало. Короче говоря, сгорела вся кухня. И, в общем, еле потушили, перешло. Там такая копоть, там, в общем, вся пластмасса дома сгорела. Все такое, там жить невозможно. Надо делать дорогой ремонт и все прочее. У него же даже телевизор от этого напряжения, от этого жара, значит, разлетелся вдребезги, там лопнул. И она мне пишет. Инга, у нас такие проблемы случились. Можно я вот приеду к вам? Я якобы не знаю ничего про плату, все такое. Я говорю, она пишет мне. Я говорю, нет, я вас не принимаю больше. Она говорит,
ну я же вам оплатила. Я сказала, я говорю, сука ты, конченая старая, ты не оплатила мне. Мне оплатил другой человек за место тебя. Ты что думаешь, я вообще дура, лохушка? Я ж тебе... Значит, сучка еще манипулирует этим. Она знает, что за меня, то есть за нее вот она отдала мне. Она говорит, я же оплатила, я хочу прийти. Я говорю, нахер пошла, если я говорю, ты еще раз мне напишешь, я просто жалею тебя, как старую женщину. Не буду забирать работу с тебя. Но если я заберу, тебя не станет за ближайший просто месяц. У тебя такой вот прогрессирующий рак начнется, что ты охренеешь. Скажи спасибо, что я не иду эту работу забирать обратно. Это просто очень опасно для меня. Но если ты доведешь, я это тоже сделаю. Я говорю, пошла вон, и больше чтоб сюда не писала. Тварюга. Вы представляете, какие есть люди на земле? Это просто конченые существа есть на земле, о которых вы даже представления не имеете. Вот так вот. Поэтому не думайте, что все ценят и понимают. Даже если они не верили или не хотели, или, не знаю, или были слепые, глухие, тупые, не видели это все, в любом случае у них были эти огромные перемены, которые они не оценили. Сейчас, говорит, этот мужик опять начал пить там в хлам вообще, хрен знает, куда он делся, что-то не то. Вот они потом пойдут по всем этим и скажут, вот, ходили, никто не помог. Вот такие твари. Слушаем дальше. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яночка. Мне кажется, что под теми словами, которые я сейчас прочитаю, подпишется добрая половина, десятков тысяч, наверное, это я в скромных подсчетах, Ингиных друзей и ее подписчиков. Так сказать, из души. И кто-то тут сказал, сломаем? Кого вы собрались ломать? Вы тявкаете здесь, разоблачаем. Кого и в чем разоблачать? Вы кто вообще? Да вы откуда пришли и портите ей кровь? Исчезните быстрее, покуда вас не настигла месть богов. Своей ничтожной душонкой вам не дано понять одно. Вы гниль, вы фальшь. Вы одиночки, вы тянете себя на дно. Вам даже в ваших снах не снилось, на что способен человек, который обладает силой, а вы несете грязный бред. Вы рот, не знаючи, открыли на ту, которая пришла, чтобы решать наши проблемы, чтобы в гору шли наши дела. Она глаза нам открывала, чтоб мир огранкой заиграл. Она порою жизнь спасала тому, кто безнадежно умирал. Вы топчетесь в дерьме на месте. Она всегда идет вперед. Она плевать на вас хотела, а вместе с ней и мы, народ. Запомните, шакалья стая, запомните на все века, где сила, мощь, любовь и вера. Там нет места подлым дуракам. Как-то так. Спасибо. Спасибо. Я, кстати, сохраню у себя. Однако, как Киса Воробянинов сказала, однако. Красиво. Я себе запишу. Спасибо большое. Просто, талантливо. Бывают такие, просто так простенькие, да? Тоже неплохо, но это талантливо. Согласитесь? Поэтому надо сохранять. Спасибо большое. Правда, красиво очень. Ой, шакалья стая, она там, господи, топчется в своем говне. Ну, а что вы хотели? Это неудивительно. Люди слабые, они в стае сбиваются для того, чтобы кого-то травить, что-то сделать. Это свою свою закомплексованность пытаются как-то так компенсировать, что ли. Даже не знаю, как сказать. Несчастные люди. Смотришь на них, прям жалко, смешно. Такую ересь несут, такую чушь несут, просто ни о чем. Какая у них там может быть это... Вон опять друг друга перегрызли по новой.
Шнабель или компания. Так что нормально все. Спасибо большое. Так, слушаем дальше. Доброе утро, Яночка. Это Светлана Крыжановская. Снова вам хочу своей радостью. У меня дочка выиграла путевку в Артек от правительства Москвы. Я пребываю в шоке уже несколько часов. Нам позвонили, классный. Прям я тоже в шоке сейчас пребываю, потому что наш оленевод, чтобы кому-то чего-то, какую-то путевку дал, да никогда в жизни своей. Вон бордюрный наш мэр. Да, однако, давайте еще раз. То есть дальше слушать. Водитель подтвердил, директор школы тоже подтвердили, что да, Рита по итогам своих достижений, грамот, по итогам своих медалей и активного участия в позиции как активный гражданин города Москвы получила вот эту путевку, чему очень рады наш преподаватель и гордится директор нашей школы. В общем, мне теперь предстоит долгий процесс прохождения медкомиссии и сбор всяких различных документов. Вот делюсь. Фортуна работает. Вот так. Это хорошо. Приятного отдыха. Это немножко старые записи, поэтому уже как бы, собственно говоря, еще такой сезон был отдыха. Так, слушаем дальше. От Лишая очень сильно. Помню, после этого одна дура от Лишая там надо будет. Я помню, как мой ритуал одна взяла и, значит, пытается, выставить, пихнуть как свой ритуал. Там один говор чего стоит. Значит, берете, значится, это надо будет вам потом вот это сделать, надо будет. Я внизу сказала, надо будет тебе или этот ролик удалить, или мне надо будет твой канал удалить. Одно из двух. Смотрю, ролика нет, удали. Надо будет. Да, надо будет. А еще, да, от Лишая. У нас одна лысая, которая с трягучим лишаем болела в детстве, поэтому облысела. Вот она знает, как надо лечить. И она после моего ритуала от лишая тут же, значит, создает, не создает, в общем, гавкает там, гав-гав-гав, надо будет это. И она говорит, как надо лишай лечить. Она знает. Но у нее же в детстве был стригучий лишай, поэтому она лысая. Вот она и хорошо знает, как лишай лечится. Берем вот так вот, зажигаем бумагу вот так вот, и жир бумажный. Жир бумажный. Я первый раз в жизни узнала, что у бумаги жир есть, оказывается. Может, там поискать еще и сало найдется. Хрен его. В общем, вот так вот. Вот берем вот так вот и делаем вот так вот. Вот. А на самом деле этот великий ритуал создали в советское время. Дело в том, что в газете есть сера. То есть вот в этих печатных буквах, в краске, зажигали и мазали на места, где чешется и так далее. И сера, значит, помогала отчасти, если там воспаление так легкое. И она вот где-то услышала, значит, вот так вот ритуал моей бабушки в древние времена зажигали газету вот так вот. Да, фараоны вот так вот зажигали вот газету вот «Советская правда». Как один учитель сказал, еще в Древнем Египте люди говорили, когда же придет Великая Октябрьская революция и спасет нас. Вот так вот. Да ладно. Юморной час прошел. Вот. Вот так вот. Сейчас перейдем к остальному. От Лишая. Юлия Счастливая написано. Давайте прочитаем. Добрый день, Инга и Яна. Как же я благодарна, нет слов. Почти 2 месяца
все и лечились от лишая. Сделала ритуал, я просто в шоке от того, как быстро все ушло. Сделала только один раз, на второй раз уже нечего было протирать. Очень сильный ритуал. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Пожалуйста, всегда рада помочь хорошим людям. Лишай вообще называли летучий огонь, потому что он появлялся просто на коже человека, вот как ожоги. Ну, разные есть типы лишая. Вот так она, про которую я говорю, такой великий профессор по лишаям, это у нее стригучий был лишай. Стригучий лишай, он, как бы сказать, приводит к облысению. Поэтому она знает хорошо, когда у нее лишай был стригучий, она вот так газету зажигала и на башку ставила. И поэтому у нее лишай ушел вместе с волосами. Вот. Вот так и ушел. Ой, блин, не могу, клоны мои ручные. Они, конечно, сидят тут, слушают. Да? Пакистан. Ты же тут вот так сидишь. Ну, а как же еще? Чтобы Пакистан мои ролики не смотрела, такого быть не может. Ой. Так, начнем. Вот так. Ой, твою мать. Ну ладно, все. Читаю СМС. Вот. Ну. Добрый вечер, уважаемая Инга. Меня зовут Этери из Грузии. Я открыла канал, выкладываю ваши ритуалы с монтажом. Сын помогает. Если можете посмотреть, буду очень рада. Так, доработаю, открою. Сестра тоже откроет. Вы помогли нам вернуть ребенка из Азербайджана. Мы вам очень благодарны. Каждый день делаю ваши ритуалы и так далее. Это я, наверное, я не отправила. Ну ладно, показала, так ладно. Да, было дело, когда забрали в Баку ребенка, отец забрал, и ни в какую могли не отдать никогда после работ. Он вернул, он лично вернул ребенка, что было невероятно. Он знать ее не хотел, и никакой контакт не шел. Вот он вернул ребенка. Сейчас ребенок живет у них. И самое интересное, что он вернул ребенка и удивился сам себе. Через некоторое время начал говорить, что как так, как он мог отдать ребенка, как он мог привести. И уже начал делать всякие там... Знаете, он как под мороком привез. Даже его мать сказала, что как будто он под мороком, как будто на нем воздействие. Он сделал нечто такое, что раньше не делал. Ну, никак бы не сделал. У него не было мысли ребенка отдать. А он взял и отдал ребенка. А потом понял, когда очухался, начал хотеть забирать, уже не отдали. Сейчас опять судится, он пытается забрать, но не заберет. Не заберет, потому что ребенку нужна мать. Отец должен приезжать, уезжать, видеться и так далее. Очень красивый ребенок, красивая девочка. Вообще сейчас браки стали редко. Такое в Грузии раньше не было. Обычно люди разных вер вообще не женились. Вот сейчас в Грузии уже как-то по-другому. Ну, современный мир. Сейчас уже женятся. Ну, не всегда, понимаете, разные культуры, разные отношения к жизни. Как видите, к сожалению, не всегда получается счастье. Слишком много родственников лезут туда-сюда, понимаете? Ну вот так. Драмабер. Очень срочно получить деньги, да? Марина пишет, вот, показываю. Доброе утро, уважаемые Инга, Яна и зрители канала. Делюсь результатами ритуала Драмабер. Вчера перед сном провела ритуал. Сегодня отец получил перевод сумму. Значит, 4 раза больше, чем ту сумму, которую я указала в ритуале. Я в шоке, даже расплакалась. Не настолько сильно работают ритуалы Инги, в общем, Инги, да. Огромное спасибо и так далее. Да, Драмабер, он очень сильный. Он сразу срабатывает. Просто есть работы, которые
дают стабильность, они их тоже проводите, их не игнорите. Просто люди любят проводить то, что вот прям сейчас придет, сейчас получу и так далее. Но, как вам сказать, не забывайте, что есть ритуалы, которые дают стабильность на весь год. Это защита ваших финансов, это стабильность. Понимаете, весь мир будет во всяких кризисах, хрен знает в чем, какие-то придумают. А люди, которые обращаются к силам, они всегда будут спокойно жить. Вот как жили, так и живут. Вот смотрите, элементарный пример вам приведу. Ведьмы. Ведьмы жили при любой власти хорошо, спокойно, вольготно. Ведьмы жили во все времена спокойно. Во время войны они могли начитать, и они всегда были сыты, у них дети оставались живые и так далее. Вот посмотрите на жизнь ведьм, и вы поймете, что происходит и что произойдет с вами, если вы будете жить точно так же. Не станете ведьмами, но они обращаются к силам и уверены в них, и спокойно живут, понимаете? Вот то же самое происходит у вас. То есть, что в мире не творится, вы живете спокойно своей жизнью. Поднимаетесь, зарабатываете, гармонию там создаете в жизни. Спокойно. Понимаете, о чем я говорю? То есть вы живете спокойно своей жизнью. Друзья мои, во все времена были войны, всегда были политики уроды, всегда были президенты не такие, как мы хотим, всегда были кризисы, всегда была нехватка денег, всегда были всякие, ну чего только не было. Всегда. Если человек будет ждать, чтобы в мире все стало хорошо, только вот тогда я займусь собой, своими делами и так далее, вы так и умрете и ничего не увидите в этом мире, ничего хорошего. Потому что это исторические процессы. Мы люди, у нас у всех свои страсти, свои желания. У каждого народа есть свои враги, которых он вот так вот врагами назначил и с ними борется, воюет. У каждого есть свои границы, у каждого есть свои интересы. Кто-то хочет большие страны сделать, расшатать, кто-то хочет еще чего-нибудь, кто-то хочет революцию где-то устроить, кто-то бунт затеял, кто-то кого-то хочет убить, забрать его деньги. В мире никогда не будет все спокойно, все хорошо. Все войны закончились, все президенты хорошие, всем каждый день государство дает 10 тысяч долларов. Как там, помните, если я буду президентом России, отменю все школы, и будут каникулы вечно, и учителя будут получать деньги в мешках, и все будет замечательно. Тогда стимула нет. Если все хорошо, все прекрасно, к чему стремиться? Каждый день тебе 10 тысяч долларов, пожалуйста, на карту. Приходишь, все в магазине бесплатно, бери, не хочу. К чему стремиться, понимаете? Это смешно. В мире никогда не будет все замечательно, идеально, чтобы мы ждали и думали. Вот когда все войны закончатся, и когда все решится, все конфликты, и все президенты станут хорошие, святые люди, и все будет прекрасно, вот тогда я уже буду думать, хорошо жить. Нет. Нет, еще раз. Нашей жизни не хватит, чтобы эти все процессы прошли. Одна война пройдет, другая придет. Один конфликт пройдет, другая придет. Один кризис пройдет, другой придет. Понимаете? Поэтому не обращать внимания, абстрагироваться, отключиться от всего, концентрировать свое внимание в себе, в своих делах, работах и просто жить. А там в мире пусть творится, что хочешь. Потому что мы никогда не исправим мир. Теперь понимаете, о чем я говорю? Нужно сосредоточиться, нужно отключиться от всего. Конечно, нужно помогать, конечно, нужно болеть за свою родину, за свою страну, где живешь. Это понятно. Мы не можем, как скотный двор, жить просто, только жить, а нам все равно, пусть мир рушится, пусть люди гибнут, нам без разницы. Нет, мы будем сопереживать, это понятное дело. Но полностью свою жизнь отдать этому всему нельзя. Нельзя, потому что, нельзя. История, пока человечество живет, будут войны, кризисы, то есть кризисы, конфликты и все такое, но мы должны жить. Дальше. Добрый день, Инга. Добрый день, Яна. Я бы хотела поделиться с вами великой радостью, которая пришла наконец-то в мой дом. На протяжении 3 лет, которых я кинула на это дело,
я наконец-то добилась. Я добилась того, чтобы лишили моего бывшего супруга родительских прав. Я 3 года не могла этого совершить. Вот препятствия были. Но это и неудивительно, потому как моему бывшему супругу всегда во всем везло. И я вам скажу, что прям очень сильно везло. У него были какие-то там детские патологии. Он, когда родился, у него кровь совсем, и его бабушка кому-то там понесла, и после этого ребенок, начал нормально себя чувствовать, и после этого, что бы он ни творил, всегда беда обходила его стороной. Вплоть до того, что, понимаете, закопать хотели человека за его дела, и то, понимаете, вот прям без каких-либо трат финансовых, без чего-либо, без ссадин. Он выходил всегда сухим из воды. Я вам хочу сказать, почему такие люди всегда выходят сухими из воды. Есть такой момент, такое слово говорят: ой, он как заговоренный, что не случается, он всегда, все обходится. Да что же это, как заговоренный, почему его не наказывают? Сбил человека, ничего не сказали. Там, я не знаю, деньги украл, не посадили. А что вообще происходит? Объясню. Кто-то в роду был очень хороший человек. Помогал, открывал богадельни, все такое. И благодаря этой душе и тем его заслугам, которые он сделал, его потомков оберегают. Но до определенного времени ему дают шанс, дают до того момента, пока кто-нибудь не попросит вселенские силы его наказать. И если он виноват, силы начинают наказывать. Время идет вспять, в обратную сторону теперь. Понимаете, почему есть люди, которые делают злодеяния, но они как заговоренные, с ними ничего не случается. А я вам сейчас объясню. Потому что мы не искренни со Вселенной. Смотрите, вас говорят, например, вот там обокрали человека, обманули человека. И тебя спрашивают, да, вот как можно так делать, бессовестные, такие сякие, вот тебя обидели. Ты что говоришь? Разве ты говоришь, пусть ему воздастся, да чтобы он сдох, чтобы все ему вернулось 10 раз больше? Нет, мы лицемерим, правда? Мы хотим быть святые, хотим и рыбку съесть, и это дело тоже хотим. Почему? Потому что мы при людях говорим: Бог ему судья. Я зла не держу, я человек добрый, я не злюсь. Да, Бог ему судья, я ему плохого не желаю. Все, ты посыл сделала во Вселенную. Все хорошо, я прощаю, я ничего не желаю плохого. Отбой. И там не делают ничего, там не наказывают. Если ты хочешь, чтобы наказали за обиду, ты должна быть искренней. Ты не должна лицемерить. Ты должна говорить: вот все, что он мне сделал, пусть ему вернется. Вот столько же вернется, сколько он мне сделал. Не надо больше. Вот именно столько получай. И вы увидите, как он получит. А то человек говорит: Бог ему судья, я не злая, я зла не желаю, я никому плохого не желаю. И при этом говорит: нет справедливости, его не наказывают, он как жил, так и живет. Так ты же сама сказала: не надо, отбой, ничего не наказывайте, все хорошо, я довольна, мне нормально. Они сказали: ну ладно, не хочешь. Я вам сколько раз говорю, Вселенная не будет вмешиваться в вашу жизнь, пока вы не попросите. Когда человек каждый раз говорит: вот за что мне это все, почему моя жизнь вот такая каторжная, да где справедливость, я вот такая хорошая женщина, мне не везет. Все замечательно, а ты попросила другой жизни, ты только плачешь день и ночь. День и ночь только говоришь, что тебе плохо, тебе тяжело, тебя обижают. Но ты сказала: дайте мне другую жизнь, я хочу другую, я хочу хорошо жить, я хочу богато жить. Я буду искать заговоры, читать, богато жить. Я буду искать там психологов, которые научат меня правильно жить. Я не знаю. Ты же ни хрена не сказала. Ты только жалуешься, говоришь, что тебе плохо. Но ты же не попросила, чтобы тебе помогли. Ребенок, когда плачет, когда мать дает ребенку грудь, когда кормит, когда видит, что ребенок плачет. Вот ребенок заплакал, она подошла и покормила, потому что ребенок попросил. А если ребенок не хочет, лежит там и ждет, когда же меня покормят,
Такого нет. Природой так заложено. Пока мы еще глупые, пока мы еще дети, пока мы еще не понимаем ничего, да, мы что говорим? Мы инстинктивно просим, мы плачем. Заплакали, подошли нам, поменяли там памперсы, потому что мы там обделались. Заплакали, значит, мы голодные. Заплакали, значит, нам холодно. Идут, окутывают. То есть мы просим. А когда мы становимся взрослые люди, нам стыдно просить. Человек вот на улице остался, человек стеснялся своим родственникам сказать, что в Москву приехал, денег не заработал, его обокрали. Он бомжевал. Он начал пить, потому что ему неудобно перед родными. В конце концов, он чуть не пропал. Вот хорошо, что нашлись добрые люди, его отправили обратно домой. Молодой, красивый мужик. Там дети соскучились, внуки. Так неужели одно слово сказать: не получилось у меня здесь работы, помогите вернуться домой? Это тяжело. Ты причиняешь боль родным, близким, тебя нету, люди ищут, переживают, а вдруг тебя убили, что с тобой случилось, понимаешь? Ты не думаешь о том, что этим ты больше делаешь зла, чем если ты не скажешь, что вот не получилось, вот меня обманули и тебя вернут домой. Ты же им больше боли причиняешь тем, что ты ушел и исчез. Неужели ты думаешь, что им легче и хорошо, если тебя нету? То есть я не буду им лишние проблемы создавать, не скажу ничего, мне стыдно. А тебе не стыдно 3 года пропасть, и твоя мать плачет, постарела, дети плачут, ищут тебя. Это не стыдно? Понимаете, в чем дело? Просить не стыдно, когда ты понимаешь, что твое молчание обходится дороже для этих людей, для их нервов, для их жизни. Сколько раз мы вот смотрим вот эти программы, да давно не смотрела, там «Ищу тебя» или «Жди меня», или как там, когда мать так и умерла и не увидела сына. А он куда-то уехал на север, его обманули, он не стал звонить, писать, так и начал там жить, потом там спился, все такое. Его находят и говорят: ну хотя бы позвонил матери, сказал: я живой. Она умерла, ожидая, чтобы тебя увидеть. Ты не понимаешь? Мне было стыдно. А тебе не стыдно, что из-за тебя твоя мать раньше умерла с такой болью в душе, что ты пропал? Это не стыдно? Понимаете, нужно уметь сопоставлять, что более стыдно. Это причинить боль родным и близким тем, что ты пропал, ничего не говоришь, или начать пить. Вот что более стыдно? Неужели родные и близкие не поймут? Ну вот так получилось, обманули меня. Люди сразу же прилетят или там деньги отправят, ты купишь билеты и пойдешь в милицию, напишешь заявление. Я видела там жертва бетцевского маньяка. Одна из жертв, которая беременную кинула эта мразь в шахту туда. И она там ее смыла, она еле-еле, представляете, всю ночь ее там все разодранное, как она выжила в этой холодной воде, еще и родила ребенка и все такое. И она от страха, когда один раз его увидела в магазине, она от страха меняла места, значит, паспорт все потеряла, у нее не было паспорта. Жила в темном каком-то углу, ребенок заболел, приехала скорая. Ей сказали, ей стыдно было признаться, что с ней так поступили. Этого ребенка забрали, сказали, что ты вот какая ты мать, что там у тебя документов нет, ничего, ты с этим ребенка у нее забрали, лишили ребенка. И она все равно молчала и не говорила, понимаешь, ничего не говорила. То есть твое молчание убило еще 50 человек. Ты молчала, ты не сказала, что это он. Он свободно ходил. А ты могла спасти еще 50 жизней. Это во-первых. У тебя ребенка отбирают, тебе стыдно сказать: послушайте, я была жертвой маньяка. Меня вот так вот сделали, у меня упали все документы, я не знаю, что сказать. То есть, понимаете как, если сопоставлять ее стыд, получается, что ее стыд – это тупость полнейшая, бесхребетность. Ей стыдно было сказать, что ее чуть не убили беременную, а ему не стыдно дальше идти убивать, понимаете? Ребенка отбирают, она молчит, не говорит. Потом уже, через много лет, когда его поймали, все начали там это, только, да и твою мать, идешь в милицию, пишешь заявление, восстанавливаешь документы. В конце, зачем ты должна прятаться? Ты могла его, эту скотину, закрыть, спасти жизни. Стать, в конце концов, знаменитой, что ты помогла его найти, да? Ребенка себе сохранить.
Она говорит, мне было стыдно, мне было неудобно. Чего тебе стыдно-то? Стыдно, что тебя не убили. Понимаете, в чем дело? Вот поэтому и говорю, что как может нам мироздание помочь, если мы не просим, мы ничего не говорим. Мы только плачем и говорим, мы мучаемся, нет справедливости. А ты попросила, и тебе не помогли? Ты сказала, и тебе не помогли? Ты пошла на улицу, когда тебя бил алкаш муж, и сказала людям, помогите, меня убивают, и тебе не помогли? Ты сделала что-то? Нет. Почему? Мне стыдно, мне неудобно. Тогда заткнись и сиди. Все. Не стыдно, неудобно пить, спиваться, умирать, значит, получать онкологию из-за нервов. Это не стыдно. А избавиться от скота, а попросить помощи, позвонить, сказать там, родители, помогите, я вот на работу уехала, а меня обокрали, я на улице. Это стыдно. Довести до того, чтобы твоя мать с этой болью, переживанием умерла раньше времени, и это не стыдно. Чтобы твои дети росли без тебя, внуки тебя не видели, все думали, что ты умер, тебя убили. Это не стыдно. А сказать, что, блин, ну не получилось у меня с работы, это стыдно. Чуть-чуть эгоизма здорового включите, в конце концов. Ты приедешь домой, ты останешься при своей семье, ты еще заработаешь, и это забудешь, как страшный сон. Вот зачем надо жить. А не потому, что, блин, мне стыдно родителям говорить. Лучше я буду бомжевать, стану алкашом, сдохну, а они пускай умрут там от этой боли, плачут каждый день. Лишь бы, ну, неудобно же. Понимаете? Вот о чем. Вот сейчас просто к месту я говорю. Если вы хотите, чтобы была справедливость вселенская, попросите у Вселенной этого. И если ваша просьба, скажем так, справедливая, она получится. Вот и все. И не надо лицемерить. Ой, я не хочу, чтобы его наказали. Ну ладно, Бог с ним, да, я не держу зла. Тогда не плачьте, что если вы не держите зла, он будет ходить спокойно перед вами и задницу показывать. Вы же зла не держите. Нет, вы держите зло. Вы хотите, чтобы он сдох. Но вы хотите выглядеть в хорошем свете, чтобы все сказали, какая святая женщина, зла не желает. А ты ходишь и смотришь и думаешь, а он живой и здоровый. Где справедливость? Справедливость есть, но его надо просить. Понимаете? Вот и все. И понимаете, что самое интересное? Ему всегда везло в любой момент. Вот прям везло. И я, когда разводилась, для меня это был шок. Я еле с ним развелась. А когда начала подавать на лишение родительских прав, поверьте, у меня на это основание очень много. И пусть там мужчины, женщины не думают, которые сидят и говорят, что так нельзя, поверьте, в некоторых моментах это даже нужно. Потому что я спасаю не себя, я спасаю жизнь своему ребенку. И даже в этом плане ему просто везло. Ему даже, когда вынесли решение суда, ему еще 2 месяца дали на то, чтобы он опроверг это все. Но чтобы вы понимали, я 3 года билась над этим делом. Я не могла подать. Меня от инстанции в инстанцию кидали. Меня от одного суда в другой город, с другого города в 3-й город, с 3-го города снова в 1-й город. Меня кидали, швыряли как только хотели, понимаете? Это не в том плане, что я не наняла адвоката, и я хотела все за бесплатно, на шару все сделать. У меня такое не прокатывает. Если мне чего-то достается, то это достается с великими усилиями, прям колоссальными, лбом об стену биться неоднократно, и только, может быть, тогда мне оно пойдет. И то не сразу. Поэтому я сразу наняла адвоката, я пыталась сделать как положено. И то, видите, 3 года пришлось, 3 годами мне пришлось возиться с этой ситуацией. Но в конце концов, позавчера я получила этот документ. Я поняла, что наконец-то я могу распоряжаться жизнью сына так, как хочу. Я, например, хотела бы его вывести, например, на море, но бывший супруг, к сожалению, не разделял моих моментов. И очень много нюансов. Кстати, не знаю, может быть, мне помогло, толчок дало то, что я когда-то у него в соцсети увидела статус, что я дьявола
ну вы поняли, на хую вертел, потому что я раб Божий. И почему-то мне щелкнуло, вот теперь ты допрыгнул, ну вот допрыгался, вот теперь ты допрыгнул до той своей крайней точки, до которой можно было держать равновесие, а вот теперь все, понимаете, везению твоему конец. И правда, он убил человека очень зверски, Да, ой, ну да ладно, мы не знали, намеренно. что тут Его такое посадили. есть. Он в это не верил, он до последнего думал, что его оправдают. Он был ребенком, чтобы ему дали меньше. Я вам перед... Это он зря, конечно, про дьявола такое написал и сказал, очень зря. Вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы сами не могли это сказать, вы никак не могли желать от всего сердца, потому что человек добрый. А он решил, что он такой крутой мужик, сейчас про дьявола может что-то сказать. И сказал он это очень зря. Хочу вам сказать, что многие народы мира почитают все силы. В отличие от других, скажем так, культур, которые отрицают там темную силу, презрительно говорят. Например, те же самые езиды, те же самые цыгане, индусы считают, что то есть все боги, все силы имеют, значит, имеют право на уважение. За это их прозвали сатанопоклонники, дьяволопоклонники. Представляете, невежество мира. То есть говорить им о том, что да, дьявол, сатана ничего не сделают, они боятся боженьку и все такое, это они считают подвигом. А то, что это мировая сила, его надо уважать, любую силу надо уважать, любую. Они считают, что это дьявол-поклонник. Идиотизм какой-то, понимаете, невежество просто. Вот, и, собственно говоря, вот дьявол он, конечно, зря затронул. Не могу, какой канители только не было. И мне просто-напросто насточертело это все видеть. Я начала делать обряды инги. Я делала на каштан, в сумку ложила. Я сделала палочку-выручалочку, обматывала ее лентой. Секунду. Вот смотрите, почему он допустил эту ошибку. Ты начала отправлять вот эти посылы во Вселенную. Ты начала просить, ты начала говорить, что тебе надо. И они его привели к этой ошибке для того, чтобы та сила во Вселенной, которая существует, наказала его. Понимаете? Его привели к ошибке для того, чтобы его наказать, чтобы иметь моральное право его наказывать. То, что он не дает сына, ну и что, имеет право и может и не дать. То есть это не такое преступление. Да, это нехорошо, это подлость. Но вроде бы не преступление, он же никому не мешает. Может, он может сказать, что я люблю своего ребенка, вот я считаю, что вот я лучше воспитаю. То есть, по сути, вроде бы нет никаких таких преступлений явных, чтобы за это наказывать, правда? Но когда вы начали просить, Вселенная привела его к ошибке, к неуважению и силе, и эта сила сама его по башке и дала. Поэтому надо просить, надо делать. Вместо слез действуйте. Когда Иван III из-за сплетен убрал подальше свою жену и сына, лишил, значит, престола наследия, свою жену Софию Палеолог, которую называли хитрая грекиня, то есть хитрая гречанка, извиняюсь, уже путаю, гречанка, хитрая гречанка, гречиня, так называли ее, поэтому немножко запуталась. Так вот, ее звали Зоя Палеолог, дочь Фомы Палеолога, византийского деспота. Она сделала Москву Москвой, она сделала Москву Царьградом, Константинополем. Она мечтала о большой стране. Ей в детстве сказали, ты будешь царицей северной страны. Все посмеялись и забыли. Но прошло время, когда турки захватили Константинополь, Византию. Она бежала с братом. Сначала в Венецию, потом оттуда ее выдали замуж за великого князя, который был вдовец и старше нее, Ивана III. Так вот, когда он ее отстранил от глаз, жену, которую любил и во всем почитал, и она там
делала все, что хотела, он просто был в подчинении. Но вот эти сплетни, на старости лет человек немножко меняется. На старости лет он как-то изменился и отстранил ее. И сына лишил престола наследия. Вы думаете, она рвала на себе волосы и плакала? Отстранил из-за невестки и маленького сына Ивана Молодого. Сына Ивана Молодого она поставила, то есть своего усопшего, покойного первого сына, Иван III, вот внука он сделал престолонаследником, а ее, значит, как ее звали, эту сноху, Елена Волшанка, если я не ошибаюсь, да, дочь молдавского господаря. Значит, их приблизил. И вы думаете, что Софья Палеолог плакала, переживала, ее убрали в монастырь, все такое. Она действовала, она собрала все документальные факты, она собрала все эти доказательства против Волшанки и предъявила. И что тогда случилось? Она доказала, что она якобы хочет стать католичкой, и является католичкой. Привела даже ее рукоделье, сказала, что православные так, значит, не делают иконы Богоматери, а это вообще по католическим канонам. Она там привела какие-то факты. То есть это было настолько, столько всего, что, значит, Иван III отстранил невестку, бросил внука в темницу и снова вернул их назад. Сейчас извиняюсь. У меня сейчас прямой эфир, чуть позже я тебе позвоню, хорошо? Давай. Так вот, мой вам совет. Никогда не плачьте, действуйте. Плохо? Эмоции, не хочу жить, ничего не хочу, пересильте себя. Возьмите себя за шиворот, как Мюнхгаузен взял себя за волосы и вытащил из трясины. Вот возьмите себя за бутики и вытаскивайте из трясины. Дайте себе пинка и заставьте сделать. Так, слушаем дальше. На платок, вытирала лицо перед тем, как идти. И чтобы вы понимали, даже в суде мое заявление швыряли, кидали. Прям от одного города в другой, от третьего города в первый снова. Судья сидит, швыряет мое заявление. То не так, это не так. Вообще мы с вами будем разбираться, что вы тут написали. Я говорю, я написала правду. Я просто с адвокатом написала именно такое, как... Ну, я рассказала всю правду, которая была. И они даже не поверили мне. Но когда проверили подлинность этих документов, когда они проверили ситуацию, они порасспрашивали, приезжала соцслужба, смотрели, где мы живем с ребенком и так далее, и так далее. Просто, понимаете, они были сами, наверное, в недоумении, потому как последний суд прошел, на удивление, гладко. Я делала перед судом за 6 дней до этого, сейчас скажу, с рыбой от суда и судилища. Угу. Я вам просто передать не могу, насколько судья был смиренным. Совершенно другое ко мне было отношение. Знаете, как будто бы перед ним сидел совершенно другой человек. Не я, которую кидали, швыряли, как только можно было, и не верили мне. А совершенно... Я даже просто была сама в шоке. И когда я получила позавчера это свидетельство, что я наконец-то могу хотя бы сына вывести на море, вы не представляете, насколько я счастлива. Я до такой степени сейчас счастлива. Я выражаю огромную благодарность Инге, Яне за то, что она печатает тексты. Я понимаю, что сейчас «Ведьмина изба», канал закрыт, и когда это, ну, сокрыт, не закрыт, а сокрыт до января, я жду того момента, когда я наконец-то смогу смотреть обряды и не только сидеть в форуме. Но я вам скажу так, я очень рада тому, что произошло. Только благодаря Инге и ее обрядам я смогла добиться за 3 года того, к чему я стремилась. Люди, делайте обряды, не ленитесь.
и ваша жизнь поменяется. Инга и Яна, я вас благодарю от всей души за вашу помощь людям. Просто не передать словами. Друзья мои, я хочу вам пару слов сказать закулисное вот это вот, что происходит за кулисье, когда вы читаете заговор, да, предположим. Вот давайте я вам элементарный пример приведу. Вот смотрите, так уж получилось, что у одной женщины хотели отжать ее магазин. Значит, там такие шишки высокопоставленные, Московская область. Несколько таких было случаев, один расскажу. Недалеко, маленький городок рядом с Москвой. Вот хотели отжать ее магазин. И там, значит, мэр города, там начальник милиции, все такое. Место приглянулось, хорошие деньги, бизнес, вот они там, кафе, значит, и так далее, и так далее. Несколько таких, ну, комплекс магазинный. И они начали ее там запугивать, или продай, или отдай нам, или вот и так далее. Ну, продай за бесценок, естественно. Она попросила помощи, я ей помогла. Что происходит? Вот смотрите, просто некоторым кажется, что ритуал это вот раз, и судья резко там стал хорош. Нет. Ритуал работает по-другому. Этот судья какой был, скотина, так и остался. Он не то, что вам не верил, там вы документы предоставляли, ему просто это было неинтересно, он не хотел с этим работать, поэтому говорил, фигня все, ерунду не говорите, еще надо вас проверить. Теперь, когда вы начали читать, какой-то момент, например, да, вы начитываете, какой-то момент приходит в его кабинет и говорят, у тебя там с этого-то поэта нету таких дел хороших, что-то там не очень занимаешься. Хотели тебе продвижение по службе, а вот, ну, не хватает несколько хороших таких дел судебных. Можешь там хорошие дела несколько сделать, и как раз вот как бы дополнишь, и мы там эти документы подпишем, вот тебе еще больше повышения дадим. И тут опять твой суд подвернулся. И он уже на сей раз думает, блин, хороший шанс, что я ее футболю? Вот как раз хороший шанс, она вот такие вот факты приносит. Давай-ка я сейчас вот как раз решу все в ее пользу. Вот, и мне бонус, и мне дадут повышение. И когда вы уже приходите, все подготовили для того, чтобы он сделал так, как вы хотите. Понимаете? Он уже готов вашу сторону принять, потому что перед тем, как вы пришли, за 2-3 дня сказали, за этот короткий срок несколько дел раскрой, сделай там нормальные, проведи суды, это тебе плюс и будет повышение. И ты пришла, еще кто-то пришел. И вот вы попадаете в этот момент, когда ему это предложение сделали, и он уже относится к вашему делу серьезно. Берет и судит в вашу пользу. Все, ему в копилку, он с этими документами пошел, себе повышение получил, а вы радостные пошли. Вот так происходит, понимаете? Не то, что там судья был тварью, а потом раз и хороший человек стал резко. Нет, обстоятельства так складываются, чтобы он вам помог. Теперь вот насчет магазина объясняю вам. Смотрите, вот хотели отжать магазин. Звали ее, значит, терроризировали ее, запугивали и так далее. И она, значит, попросила помощи. Я провела. Знаете, что случилось? Во-первых, значит, наш оленевод, мэр Москвы, захотел там внезапно, ни с того ни с сего, поставить своего близкого родственника. Значит, на место мэра города. И на мэра города, и на этого начальника милиции, которые друзья, начали искать компроматы. Эти компроматы нашлись. Их, значит, одного уголовное дело на одного завели, другому сказали, или добровольно уходишь, или сажаем. И эти две шишки к чертовой матери ушли оттуда. Поскольку они ушли, пришли совершенно другие люди, которые понятия не имеют в этом конфликте, знать не знают. Еще этот город не знает особо, там хлебное место или нет. Им пока ничего не надо, им нужна была должность. Все, дело закончилось. Нет начальника милиции, нет мэра города. Ну и все закончилось. Хрумка. Послушай меня, мадам, собака 7 дворов. Ты иди в своей говногруппе, значит, и у своего Пакистана спрашивай, что делать и как. Пошла нахер отсюда, чтобы я тебя тут не видела больше. Шмары. Сидят там, приходят здесь советы, спрашивают. Давай отсюда, по бездорожью.
Вот. Понимаете, вот как сработало. Опять скажу, спасла она свой магазин не потому, что с неба там святой Павел и Петр спустились, и все испугались, и перестали там просить и отжимать магазин. Нет, просто все сложилось так, что эти две шишки, которые мешали ей жить, они ушли просто с должностей. Все, они ушли с должностей, и больше ничего не надо. Все пошло как ни в чем не бывало. Как он работал, то есть работал этот магазин, так и работает. Понимаете меня? Эта хрумка такая страшенная вообще, ее выставляли недавно. Узкие глаза, огромная челюсть. Это, ночью не увидеть, это можно сдохнуть от этого разрыва сердца нахрен. Они там все как на подбор собранные какие-то шмаровозины. Ну их к чертовой матери. Так, давайте дальше. Да, Хосроева, исправьте, пожалуйста, кто ведет этот канал «Рука спасения». Вы проверяйте, пожалуйста, когда вы пишете название каналов, проверяйте, чтобы потом всякие хрумкие и всякие там страшилы потом не высмеивали вас за то, что вы допускаете ошибки при оформлении каналов. И последний читаю. Значит, Драмабер. Опять же написала Виктория. Виктория, вот у нее ник. Уважаемая Инга, гости канала, всем доброго дня. Рассказываю, как сработал Драмабер. Все. Здесь вам Здесь вам не этот. Давайте отсюда. Заказы не раздаем. Что делать, какие читать? Давай. Как вчера одна сказала, от моченых свечей заговор. Я не знаю, что за моченые свечи у нее. Она что там мочится на свечи, потом зажигает. Что за моченые свечи у нее там? Объясните, еще и заговор ей. Надо заговор от моченых свечей. Да мочи сколько хочешь, блин. Сейчас я побежала тебе заговор сочинять. Специально для тебя. Читаю. Значит, как сработал Драмабер? 20.10 я сделала ритуал. Сегодня 25.10. Узнаю о сумме выше заявленной. Просила 100 тысяч, получаю 118 тысяч. Вот показываю, вот под Драмабер она написала. Интересные просто эти комментарии. Я просто скриню и потом читаю вам. И это при том, что все ритуалы срабатывают отлично, за исключением денежных. И вот я подружилась и с денежными. Еще хочу выразить огромную благодарность за ритуал «Ключ в Анант». Данный ритуал помог исполнить почти нереальные желания. Оба ритуала сработали. Сроки 5-6 месяцев. Но и задачи были не из легких. Благодарю вас. Отличного крепкого здоровья и так далее. Ванант. Ванант – это стражник, древний стражник. И ему поклонялись на Востоке, поклонялись как хранителю человеческих тайн и ключа от всех дверей. Ничего не поняла. Я попросила вас напомнить, написать, а не звонить мне. Вот, в общем, такие вот дела. Что тут написано? Я, конечно, очень извиняюсь. Кто чего написал, что надо. Последний раз читаю, и все. Так. Ладно, не увидела я ничего. Ничего не поняла я. Где, чего, кому что надо. Значит, Алина Мелега, я вообще не люблю делать замечания при всех. Я стараюсь отдельно говорить человеку, но я тебе отдельно уже говорила. Хотелось бы, чтобы ты уже в конце концов услышала меня и прочитала то, что я тебе написала. Я тебя прошу, везде и всюду всякую хрень не писать. Это раз. Не обязательно, не считай своим долгом обязательно и непременно писать комментарии. Это не обязательно. Ты не обязана везде писать. Это не твоя священная обязанность.
И третье. Лучше ничего не писать, чем писать ересь. Давай вот так мягко скажу и на этом закончу. Хорошо? Так лучше. Должна уже понимать взрослая женщина. Не обязательно везде. Это не твой долг. Не считай своим долгом всюду писать какую-то ерунду. Извиняю. Все. Всем удачи и всех благ.